закончится. Никогда Я не просто себе закончится. сказала, кино было до меня, кино сейчас, И и после даже будет. когда я умру, он будет дальше. И А даже, мой говорит, и даже когда я... Каждый человек на съемочной площадке очень важен. Каждый знает свою поставленную задачу. Актриса. Актрисой. Почему все хотят быть актрисами? Транспорт будет? Ну, конечно. Еда Крафт будет? Крафт это обязательно. Это даже не обсуждается. Ну, потом еще Нет, я у спрошу меня- кое-что. Деньги, да? Но еще скажу за музыкантов, за певцов. Когда на тоях они выступают, можно и телефоном отснять. Такой шедевр. Если что. Я против. Ну да, но просто я в общем тебе говорю, что Телефон можно, предназначен и, всё что равно можно для- и на телефон отснять. Телефон предназначен для звонков. Думаешь, блин, а зачем я так сделал? Здесь можно было совсем по-другому. Блин, зачем так посмотрел? Это называется самокритика, это хорошо. Мне кажется, А если надо, чтобы у уже всех бы- людей это было. А если бы... Давай кино снимать. Давай, все. Давай. Будем снимать кино. Актеры, ждем на кастинг. Всем привет! Вы на подкасте «Свое мнение». Свое мнение на все, обо всем. Сегодня хотели бы поговорить, так как это подкаст про кино, позвали Лану Носенко. Кем себя позиционируешь? Всем привет для начала. В первую очередь актрисой, Угу. а затем кастинг-директор. Кастинг-директор и актриса. Что первое? Актриса. Актриса. Почему все хотят быть актрисами? Актриса я уже 12 лет. 12 лет. Это прям все серьезно. Да. Вот. Тогда давай-ка поговорим и поглубже узнаем, в принципе, что и, соответственно, зрители узнают, что им нужно, чтобы стать теми актрисами, что нужно, чтобы снимать, что нужно делать, где искать, как говорится, за кем гнаться, кого остановить. И обо всем об этом темой будет, наверное, съемочная площадка. Непосредственно, что там происходит, для чего происходит, за сколько это происходит и все. Вот. Первый вопрос, наверное, будет, как ты пришла в эту профессию и как ты долго в ней находишься уже. Как я сказала, я актриса 12 лет, снялась в документальном фильме, потом попросили мне помочь найти еще людей, но я сказала, хорошо, я постараюсь найти. Помогла одному режиссеру. Потом тот сообщил другому режиссеру, что есть Лана, которая может найти людей. Я другому нашла еще людей. И получилось так, что я 9 лет как кастинг-директор. Видишь, они в тебе нашли своего, так скажем, товарища боевого, да? Получается так? Вот. Это же круто. Блин, теперь ты всех знаешь, всех режиссеров. Да. И Кристофера Нолана, наверное. С каждым годом и все больше и больше режиссеров у нас. В Казахстане? Да. 12 лет, ты, получается, в 2000... В каком году? 12 лет, сейчас 23-й. Столько не живут, как я говорю. Столько не живут. В 2011 начала. WhatsApp были? Я не помню, были ли WhatsApp или не были. WhatsApp Telegram. только, кажется, 2011 приходил. год. Да. Только, YouTube в 2008 году запустили только. Вроде как. В 2008 году YouTube... нет, в 2005. Или в каком году? В каком году, Алина? В 2008 году, работу уже мультики смотрела, явно не. На YouTube, да? Все, понял. То есть даже, получается, 2003, наверное, 2-3 год, скорее всего. Я работаю с людьми уже, если так в общем брать, то уже 12 лет с людьми. Да. Со съемками связано. Конечно, у меня не каждый день еще были у меня роли. Один раз там в полгода. И потом уже... Ты совмещала раз. с работой, наверное? Какая-то была работа? Да. На кого ты училась? Рассказывай. Вообще я социальный педагог, психолог или же инспектор по делам несовершеннолетних. О, как! И эта профессия очень нужна, когда работаешь кастинг-директором. Потому что по большей части пишут дети. Дети сами.
Но так как им нет 18 лет, я прошу, Мгм. чтобы написали родители. Не Мгм. дай бог что-нибудь не так, Мгм. по закону не имеют права. Понятно. Слушай, ты, как ты говоришь, была кем? Психологом, детским психологом? Социальный педагог, психолог. Социальный педагог, психолог. Да, Ну, ты в органах не работала? работала чуть-чуть. Мне- Избежала оттуда. Нет, подожди, мне такое ощущение, как будто я тебя там оттуда знаю. Но не здесь, в Караганде. Где А, в в Караганде? Караганде, да. Оно здесь ни в каких органах не работало? Нет. Внутренних? нет, Здесь по всё, Астане нет? Не надо. А, все. Я уже все. Ну, не приезжала сюда? Меня уже хватит. Просто мне такое ощущение, как будто, возможно, я тебя даже и раньше, и оттуда где-то увидел. Ну, возможно, да. Нет, вот поэтому я и говорю, когда ты сказал. Я просто когда-то давно, в 2008 году, я работал в органах внутренних дел. Ну, может быть, как потерпевшую. Не-не-не. Нет, в то время Нет. нет. Никак Нет, не могла в органах быть. Когда-то давно это было. И не будем это вспоминать. Почему? Потому что там была маленькая зарплата. Там была Да. очень маленькая зарплата. А времени Ну, много уходило. да, времени уходило с целый день. Вот. Вот. Ты давно пришла в эту профессию. И как вообще ты в этой профессии уже себя ощущаешь в 12 лет? Комфортно, хорошо. Если нет съемок, мне становится плохо. Вот, скажу честно, в депресняк ухожу. Как только приходят проекты, да, заявка о съемках, Ага. я сразу саму себя вот так поднимаю, и все, я вылечилась, называется. Ага. Ну, а если нету съемок, ты просто лежишь, болеешь. Страдаешь. Я же Лежишь, творческий Нет, человек. подожди, а сейчас ты не ты только, получается, работаешь в съемках, имеется в виду, только оттуда заработок идет. Ну, сейчас я стала выходить на праздники, на концерты, выступаю. Ну, творчество это. Ну да. Это творчество. Ну тоже. Это тоже актриса, как А, актриса, ну в если принципе, так да. брать, Артист. То да, я, да. значит, как актриса уже Слушай, вот столько по лет. всем граням, да? Потому что я же выступала с танцем живота профессионально с 19 лет. Там тоже нужно эмоции показать свои, артистические данные свои. Ну, танец живота это... Была танец ведущей. живота, нет. Я работала ведущей. Там она была? Ну да. Меня в мир творчества привел отец Ахана Сатаева, Карлар Сатаевич. Он Прикольно. мне такой говорил, в очках такой. Так посмотрит, сделает. Сен бедущий буласын, сен бедущий буласын. Прям Я такая, так? «Мгм». Я такая, хорошо. Мгм». Я, говорит, хочу твою родинку видеть с последнего ряда зала. Чтоб такой макияж был, грим. Я такая, хорошо. Прикольно. Вот, да, когда-то вот, оказывается, судьба так свела. Интересно. Да, мероприятие. Вот, кстати, у нас здесь сзади стоит фотоаппарат. Я вот тоже с мая месяца, так скажем, более в творчество. Ну смотри, я же в ближайшем будущем, Алла Жаса, хотел бы кино снимать. Мы как бы подкасты это делаем для кино, как бы для того, чтобы развивать личный бренд, ну и, соответственно, набирать аудиторию и, так скажем, миллионную аудиторию наберем, многомиллионную в Ютубе. И, соответственно, снимем кино большое. Я в главных ролях. Окей. Кастинг-директор. Главной роли кастинг-директор. Ну, буду совмещать то и другое. Хорошо. Вот. И, соответственно, так скажем, прокатить в кинотеатре. Вот это такая Дай бог. голубая Будет. мечта, да, так скажем, да. Вот. И, соответственно, вот помогает фотография. Я так выхожу тоже на мероприятия Мгм. с мая месяца, да, грубо Коллеги, говоря. да? Да, так скажем. И это помогает, кстати, выставлять кадр. То есть со стороны оператора это очень правильная вещь. Ну Да, плюс ты учишься, и плюс еще и зарабатываешь. Приятное с полезным. Приятное с полезным, да? Да, совершенно верно. Ну, не всегда приятно, конечно. Почему? Ну, когда ты пела 5 часов подряд. Ну, наверное, не пела 5 часов подряд. Скорее Нет. всего. Ну, на мероприятии.
Вот. Просто А там ты ходишь ожидание 5 часов... большое. Нет, имеется в виду, 5 часов ходишь и фотографируешь. Да, Ходишь да, везде. да, 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 да. Тех сфоткаешь, Чтобы... этих. Нет, не из-за того, что наоборот, мне нравится. Почему? Потому что это же память. Память запечатлить. Каждого гостя, который там Каждого я гостя, пришел да, каждого на этот гостя, праздник. чтобы он, да, чтобы непосредственно те, которые делают это мероприятие, той там или еще что-то, у них был этот кадр. Ну да. То есть, что и он был. То есть они будут вспоминать, и просто жизнь, видишь, она же иногда видишь фотографии, а уже людей нету этих, допустим. Да, или смотришь и говоришь, помнишь, Да, вот вот это, он как был, он да, танцевал, как он танцевал, как ой, он, все да. И вот, ну, да, это Ну, это классно, мне кажется. что-то Это ж прям память. так. Да, это аж да, это память. Вот. Что хотелось бы вот у тебя узнать, ты как специалист уже во многих фильмах поучаствовал, во многих картинах, проектах поучаствовала. Вот. И такой вот вопрос, кто за что отвечает на съемочной площадке? То есть все привыкли, вот режиссер главный, как говорят многие. Каждый человек на съемочной площадке очень важен. Каждый знает свою поставленную задачу и старается не вмешиваться в работу чужого человека, скажем. Мгм. Если ты администратор, отвечаешь за то, чтобы, там, скажем, художника по костюмам, сумки все были на месте, чтобы вся локация была готова, да, там, отнести, принести, команду, что ты делаешь вот это делаешь вот это, чтобы ЧП не произошло. Одним словом, отвечаешь. Да. Я, как кастинг-директор, не имею права туда вмешиваться. В том случае, пока не попросишь меня, скажешь, блин, помоги мне, пожалуйста. Я такой, окей, хорошо. Точно так же ты тоже не будешь вмешиваться в мою работу, указывать, кого звать на съемку, кого нет, только в некоторых случаях. Ну, опять-таки, блин, и подойти, аккуратно подойти и сказать, чтобы это никто не видел, не слышал Да. и так далее. Да. Ну, это уже чуть-чуть, я тоже на пару площадках был и понял, оказывается, нельзя вот какую-то свою говорить даже Свои вслух. 5 копеек. Свои 5 копеек вставлять, да. Да. Это, оказывается, очень неправильно, безумно. Не стоит. Пример режиссер, у него в голове картинка, да, вот, пример, вот эта сцена, он со своей идеей в голове, он сидит, у него так, здесь вот так поставлю, здесь вот так вот, оператор, постановщик, он подсказывает, здесь вот так камера, давай вот так отснимем, здесь 8, здесь вот это. И когда к нему подбегают, каждый, так дергают, у него эта картинка сбивается, и он забывает, что он хотел изначально. Поэтому между режиссером и съемочной командой там, да, есть второй режиссер, который все наши вопросы, атаки, все принимает На себя. второй режиссер. Да. Все удары. Я всегда говорю, второй режиссер должен быть злым, потому что Сильным, мне кажется, физически и морально. Потому что с каждым вопросом, например, Баур, там, к примеру, вот актеру, как его привести? Там такси же мы оплачиваем, все же будет Да, это, да, да. да. Баур, а мы кормить там будут? А вот эти что? Художник по костюмам прибегает, а вот для него нет наряда, что делать, что делать? Да, ужас. И вот эти куча вопросов, и это все, скажем так, принимает на себя второй режиссер. Она должна быть адекватная, спокойная. Почему она? Ну, по большей части она была, вот, мне нравится с одной работать, даже с двумя, они все спокойны, спокойно отвечают, да, говорят, хорошо, я уточню, сейчас минуту, ну все хорошо, потому что от второго режиссера тоже много зависит, к примеру, атмосфера на съемочной площадке. Да. Потому что бывает некоторые там очень маловажно. Так конкретно ругают, ну, иногда требуется и поругать. Нет, это естественно, мне кажется. Потому что... Если это нужно, то это... Да, просто надо. Вот. Художник по костюмам. Но почему она? Потому что ты работала, видимо, с девушками, да? Да. У меня по своему опыту. не было мужчин, вторых режиссеров. Все женщины были, девушки. А ты хотела сама его попробовать? Ты вот говоришь, я актриса и кастинг-директор. Вторым режиссером? Да. Нет, мои нервы важнее. Нет, не хочу. Потом художник по костюмам, тоже важный человек, потому что она подбирает образы, чтобы актер казался в камере красивым.
Поэтому на съемочной как он площадке должен быть, нельзя да. ругаться с художником по костюмам, художником по гриму. Нельзя ругаться. Вообще ни с кем нельзя ругаться. Нельзя ругаться ни с кем. Да. Если кто-то кого-то обидел на съемочной площадке, к примеру, художник по гриму, там, да, вот, поругались так, выйди в сторону, выйди куда-нибудь, позлись, Или всё. просто Это переговорить. рабочий момент. Да, или просто сказать. Просто лучше прямо сказать. Вот, Ну да. Или, может быть, просто недопонимание. Не вот так вот говорить, ты меня обидела, а Ну. спокойно. Блин, я на вот эту шутку я обиделась. Я обиделась. Очень сильно. Почему ты так сказала? Я же чувствительная натура. Ну все, актриса не включает. Ну это уже, ну это никуда не денешь, оно уже у меня столько лет Да. выскакивает. И вот. Вы прям многоэмоциональные люди. Да, Я потом... вот просто заметил по себе, что я могу что-то отыграть, да, но менее эмоционально почему-то. Всегда себя чувствую, когда разговариваю с другими людьми. Не знаю, почему-то так. Хотя могу, в принципе, отыграть. А у нас, к примеру, да, актеры, когда показывают, я прошу показать эмоцию, да, скажем, да, вот. Вообще, мне кажется, неправильно это, эмоцию. Ну, нельзя показывать эмоцию. Ну, как человек может просто показать эмоцию? Надо, может быть, ему дать этот... Ну, я слышу так, я же много тоже Ютуба смотрю, людей, которые профессионалы и учат, так скажем, на мастер-классах и так далее, преподают, да, которые уже сняли большие фильмы. И они говорят, неправильно говорить, типа, что показать эмоцию. Что значит показать эмоцию? Человеку нужно дать ситуацию, в которой он проживет и покажет ту или иную уже... Вот текст, да, скажем. Если плюс сценарий. Да. Отправляешь актеру, запишите видеопробу. Да. И он отправляет, а там по сценарию, скажем, горе, печаль, да, нужно это все показать, вот эти все эмоции. Отправляет горе, печаль. Нет, я просто ходил на кастинг же тоже. Я ходил на кастинг, и мне говорили, а покажите радость. Ну, как понять, показать? Радость. Какую радость? Просто радость. Нет, есть разные понятия радости. Когда радость получил 5, да, грубо говоря, там, да, или радость, когда у тебя родился ребенок. Это разные понятия радости же. Это же не одна и та же радость. Просто даже Нет, 5, если двоечник нет. получает 5, это такая радость. Yes, гол забили, Борис, это радость. Грусть, печаль. Все, эмоция уходит. Нет, имеется в виду, это что... вот называется актер. Не Он знаю, должен мне кажется, это неправильно. за секунды уметь показать разные эмоции, переходящие одна на другую. Не без по перерыва. сценарию. Без не перерыва. просто так. Ну, к примеру, на кастинг пришли, показали эмоцию. Радость, грусть, печаль. Это все нужно уметь показать. Нет, я имею в виду, ну, человек вот пришел, вот я вот приходил, допустим, да, на кастинг, я пошел разок, да, и мне говорят, покажите радость, покажите горе, покажите это. Ну, блин, давайте это... ситуацию сделаем, хотя бы минимально. Без ситуации, ну, попробовать. Не, тот, ну хорошо, я так сделаю. Но это кто не совсем... актер, он сыграет. Они стоят, им говоришь радость, тоска, печаль, злость, ненависть, отвращение. Они стоят, все эмоции нет, раз это все показывают. я понимаю, но мне кажется, это не совсем правильно. Без сценария, без ничего. Просто встали перед камерой. Радость, злость, отвращение. Ну, допустим, один человек неправильно показал, вот, допустим, и ему не понравилось смотреть. Допустим, кастинг-директору не понравилось, как он это все показал. Другой показал, но он не может сыграть. Вот, смотри, вот, допустим, 2 человека пришли. Один не мог показать это. Вот просто не смог показать. Второй смог показать. Его позвали дальше. Второго, соответственно, он показал же. Радость, эмоции, все эмоции, да? Все 100 эмоций, которые ему сказали показать. Но когда дали текст? Ну, как дали текст и все его утвердили, он сдулся. А вот этот вот, он просто взял этот текст и наложил уже своего, ну, как сказать, персонажа, так сказать, скажем, да, вжился в этого персонажа и выдал по ситуации то, что нужно было выдать, понимаешь? Такие тоже моменты бывают.
Вот, и мне спорю. вот это вот убивает, когда говорят за 2 минуты Просто покажите дело- радость, грусть, печаль, тоску, и вот это я не... Что это? Бывают такие моменты, когда говорят актеру, покажите радость. Он такой стоит, это как радость? Я говорю, а вы что, никогда не Не радовались? да. Нет, я безэмоциональный. Ну до свидания, мы вам позвоним. Вот как вот, если он элементарно радость Нет, показать ну не это может. другое. Вот поэтому идет... это совсем другое. Вот, и поэтому Это нам уже надо адекватность знать. человека, зачем он пришел. Ну это вообще же Реально, разные вот вещи. зачем? Вот приходят, стоят в очереди на кастинге, там 3-4 часа, да, вот, чтобы попасть на кастинг, а потом просишь, покажите радость. Как это радость? Ну, радость. Просто, а я безэмоциональна. Да. А чего вы вообще хотите? И ты что думаешь? Что По происходит? образу- Подожди, по что образу, происходит? да, по образу он подходит, да, скажем, он или она подходит. Но когда он не может просто улыбнуться, и думаешь, а зачем ты тогда пришел? Спасибо, мы вам перезвоним. Мгм. Ну вот для таких случаев и просят сделать эмоции, показать. Вот. Ну, не знаю. Вот такие моменты бывают. Не спорь с кастинг-директором. Хорошо. Но я же тоже своего рода был на одном этом кастинг-директоре. Поэтому... Понимаешь тогда. Нет, я, опять-таки, я тоже... Вот, кстати, ты же мне отправляла ребят. Вот ты мне отправляла ребят, которые Вот, кстати, давай вспомним твоих ребят. Вспомним. Нельзя стучать, наверное, это слишком громко будет. Да, наверное, из-за того, что у нас был бесплатный проект. Да, возможно, еще и из-за этого. Но ребята были, я просто был от них в шоке. Ты тоже была в шоке? Чуть-чуть, я помню, хорошо. То, что ребята были, созвонились с ними, они нам скинули видеовизитку, мы встретились, и они такие, я говорю, вот это вот сыграй, сценарий, вот это вот прочти. Он читает и такой думает, а нахер я сюда, зачем я сюда вообще пришел? И я думаю, что он сидит, покажи, что ты сейчас можешь. Может быть, он стеснялся, я не знаю, этот человек, товарищ, да? В итоге что происходит? Я говорю, ты хочешь вообще играть, участвовать в проекте? Не знаю. Проект интересный, да? Он говорит, не знаю. Не знаю. Я говорю, в смысле? Не знаю. Зачем мы встретились? Зачем мы ждали? Зачем он стоял столько времени? Да. Еще Ехал. он ей говорил, да? Он тебе говорил, товарищ, что типа хочу участвовать, давайте меня везде, давайте и так далее. Мы тут серьезно, у нас же, кстати, интересная серия была. Люди говорили. Да, вот съемочная команда, да, очень серьезно относится. Я говорю, съемки это ювелирная работа вообще. Но когда актеры вот так вот относятся, начинающие, да, ладно, ой, пройду, не пройду, зайду, не зайду, посмотрим. И когда приезжает уже на съемочную площадку, получает текст, ой, что-то я передумал. Я не хочу. И такое были, да? Да. Даже были такие На площадке моменты. уже. Это еще на кастинге. На площадке тоже, когда утвердили актера, он не приехал, звонишь, вы где? Да я что-то передумал, найдите замену. А тут уже съемка, уже все собрались. да? Да, все, вот на месте. Ужас. Пришлось экстренно искать другого человека. Вот и поэтому, и, наверное, ответ на вопрос, почему все во всех фильмах играют одни и те же актеры, вот из-за таких вот нюансов. Да, Потому так, что люди часто относятся, бывает. которые ответственно, а есть люди, которые безответственно. И вот уже, которые могут играть, и они ответственные, и уже постоянно им только роли и дают режиссеры. И... Они знают, что Они знают, что они не подведут. ответственный, Да. пунктуальный, приедет, не подведет. Почему бы его не пригласить? Даже я, вот как кастинг-директор, я отправляю фотографии актеров, я так, за него ручаюсь, отвечаю за него. Вот актриса, говорю, она пунктуальная. Вот это она хорошая, отыграет, но иногда опаздывает. Я все вот эти моменты проговариваю, чтобы режиссер потом не сказал, ладно, почему вы меня в известность не поставили? Вот, да, и бывает не только актеры в черном списке, но и режиссеры.
Жестко. И вот, и попадают некоторые вот актеры в черный список по просьбе режиссера. По просьбе режиссера. Да. Угу. Ну, бывает и такое, да, что понятно. Все началось, кто за что отвечает на съемочной площадке. Да. Вот. И мы чуть-чуть от темы отошли. Как бы, кто важнее все-таки? Продюсер? А, он дает деньги, да? Он продюсирует, он дает деньги. Да. Нет, не знаю, я так не считаю. Ну, мне кажется, даже и этот помощник, который всем помогает, а я таким был. Мне кажется, На площадке. все на площадке Друг важны, другу помогают, потому что один без другого ну никак. Если я кастинг-директор, то я без художника по гриму никак не справлюсь. Я не сделаю грим там какой-нибудь рваный, там раны, да? И вот, режиссер, он не сможет без кастинг-директора, это же надо каждому звонить, обзванивать, проконтролировать. Ну, без этого никак. Даже вот Крафт, Или который отвечает художник-постановщик, за еду, да? Да, Мы да. тоже без него не сможем, мы будут. голодные все будем, мы будем злые. Так что на съемочной площадке все очень важны. Вот так вот. Угу, согласен. Как ты считаешь, у нас на каком уровне казахстанское кино? По сравнению с другими странами. С Голливудом? Да, и с Голливудом, и с Болливудом. Ой, Болливуд, пока не надо про Болливуд. Болливуд вообще не верю. Ну, как говорится, до Голливуда нам еще далеко. Почему? Ну почему? Ну, С какой именно точки зрения ты говоришь? Вот, с допустим, по технике мы финансовой- уже догнали. по финансовой точке По зрения. финансовой уже Томирис эм, сняли. Ну да. Ты видела, за какую сумму сняли? Ну, это я знаю. Я сейчас просто вот именно хочу сказать, вот, что нашим актерам, тем же самым, скажем, актерам массовых сцен, да, Мгм. хотелось бы, чтобы им оплачивали так же, как в Голливуде. Тоже, которые массовые сцены, им тоже неплохо, по $100 как минимум Да. выплачивают и так далее. Да. И, соответственно, и нашим-то- нашим 40 тысяч, 45 тысяч, да, грубо говоря, чтобы оплачивали массовые сцены. Хотя бы, да? Типа такого? Да, хотя бы, да. Я-то думала, когда 40 тысяч, когда это было-то? Ну, И как вот. минимум, типа $100 раз там и $100 у нас, типа, да? Ну да, хотя бы. Да не, ну хотя бы по 10 тысяч платили бы. Массовые. Да, вот, ну, хоть как-то вот это вот, то было бы хорошо. Кормили бы их, привезли бы все вот это. Да, есть режиссеры, которые оплачивают боль-моль нормально, кормят, отвезут, привезут. Для них вот помещение, там, если в степи, то палатку все сделают, чтобы они в тепле были. И В есть смысле, такие- отдельным режиссером кто-то делает, в смысле, ты про это говоришь? Нет, есть режиссеры, которые актеры массовых сцен, вот, А, это все то есть организовывают, да. Красавчики режиссеры, так скажем. Да, красавчики. Молодцы. Вот. Ну, действительно. Вот даже есть актеры, главные герои, да, ну, про некоторых не буду говорить, им платят столько, сколько надо, вот. А я слышал, почему нельзя говорить это? Это чисто личное, как я говорю, интимный разговор актера с режиссером. Нет, имеется в виду, смотри, мы же сейчас зрителям нашим рассказываем, кому, Да. как говорится, сколько платят, за сколько можно кино снимать. А ну за сколько кино снимать, я могу сказать. А вот сколько получает... Кому платят? Нет, не кому, а мы же не говорим про конкретных актеров, то есть там какой-нибудь там Мэл Гибсон, сколько он получает. Ну, хотя, в принципе, мы все знаем, сколько получает Мэл Гибсон. Ну да. Ну, про наших казахстанских я Я не поименно говорю, поименно буду, не надо. называть, Я говорю по да. статусу примерно. Ну, В среднем, маломайском или там в большом уже каком-то если прокатном кино. брать актеров, которые с опытом, может быть гонорар там 100-150 и выше. $1000, $2000. $2000 за одну смену? Да. $2000 Но за я одну не говорю, смену, кто да? это. Ну понятно, Но, это не надо естественно, говорить. иногда актеры идут на уступку. Нет, ну $2000, в принципе, это же для Голливуда это вообще не деньги. Для нас это хорошие деньги. Да. Для Казахстана, да.
Имеется в виду, если у нас средняя статистическая зарплата сейчас сколько там, 250-280 тысяч, так говорили, что-то такое. Наверное. Под Зарплаты 300 нету. тысяч, нет, под 300 тысяч, типа среднестатистическая зарплата в Казахстане в среднем, да? Ну, это в месяц. Это в месяц, опять-таки, да? Ну, так как проектов мало, и таких больших актеров у нас тоже не миллионы, правильно же? Соответственно, $2000, это, мне кажется, тоже, с одной стороны, он же заработал это, он же Ну да. шел к этому 15-20 лет, да? Это в принципе, $2000. да? В принципе, Его с одной стороны. смена, к примеру, да, этого актера, 3 дня. Мгм. Получает $6000. Еще плюс этот продюсер будет с ним договариваться, давай меньше. Да, можете со скидкой. Да, да. Он скажет, Потому что хорошо. 3 смены же не одна, типа. Да, Да? Да, хорошо, хорошо. Согласен, Начнут 1000 ломать. там. Да, за 3000 за 3 дня договорятся, скажем так. Но это вот один крупный проект, куда вот пригласили. А Другой таких мало, режиссер да. хочет, да, тоже пригласить, но он не может. А, столько это денег суммы, выдать. да. Да. И получается, от одного проекта до другого проекта живешь в ожидании, Мгм. когда будет проект крупный, где бы мне заплатили бы нормальную сумму денег. Мгм. И вот некоторые наши известные актеры идут на съемки и бесплатно могут сниматься. Даже большие актеры. Да, Главное, чтобы им сценарий понравился. да. Если Чтобы это сценарий был интересен. сильный фильм. Да? Если, например, режиссер с актером друзья, то он говорит, да без проблем, брат, я отснимусь у тебя. Да. Хорошо. Только там мне жилье и переезд оплати. И вот и снимаются. Это так приятно. Да, это очень приятно. Помощь. Мгм. Да. Но- Ну или просто подсказать, брат, давай в кинотеатре прогоним, а потом уже как заработаем, я тебе Ну, я туда не Отблагодарю. лезу. отблагодарю. На как говорится. прокаты это уже... Нет, другие я люди. про... Ну да. Имеется в виду, что, допустим, нету сейчас денег, да, а фильм нужно будет в прокатах запускать, допустим, да, Мгм. а много денег нету, допустим. Допустим, еле-еле человек нам нашел команду, так скажем, сокомандников, да, и локации нашли, и, соответственно, уже боль-моль, как говорится, хотя бы, чтобы фильм получился, нам нужен же актер не первого уровня, Мгм. правильно же? А хотя бы там, если максимум там 100 уровней, хотя бы там 40-й, 50-й, правильно уровень? Ну, грубо говоря. Грубо Все-таки, говоря. когда профи-актер, с ним проще работать. Боже, как с ним хорошо работать. Да? Сценарий даешь, объясняешь, какой образ этого героя, он тут же понимает. как И вообще. вживается в него. Да, и тут же Мгм. все. Мгм. Так, вопрос, на каком уровне казахстанское кино по сравнению с другими странами? Мы чуть тоже опять отошли чуть от темы. мы начинаем, мы уже известны в других странах, так что я считаю, что уже мы поднялись хорошенько. Не то, что лет так 10 назад. Ну, мне кажется, очень сильно, даже с боевиков, вот «Рэкетир» 2008 года, О, он считается, ну, это уже как классика наша. но я его еще не видела. Ах ты. А с актерами, которые снимались в этом фильме, я работала, но фильм сам не видела. Ну, Ну, вот, но в свое время он зашел, имеется в виду, это прям было его время, этого фильма. в точку попал. Да, попали в точку. Но наши комедии нравятся за рубежом. Очень, очень сильно нравится. Я сейчас Наши хочу- комедии Да. за рубежом нравятся зрителям, зарубежному зрителю нравятся Да. наши комедии, Комедии, казахстанские. да. Россия, Германия, Америка, кто там еще? Блин, вот не помню, еще тоже писали. Ай, блин, надо было учет вести. Да, вот писали, говорили, комедии нравятся. Мгм. Семиратов, мой знакомый актер, писал, смотрел, говорит, комедию Нурлана Куэнбаева. Мгм. Господи, вот название вылетело из головы. Ну вот это вот знаменитая комедия, Да. которая про другие страны. Да. Ага, все там, понятно. там, Всё про бизнес, короче. Да, бизнес по-казахски. да. И вот, понравился. Сейчас. Потом Нуртаса Адамбаева Аким. Тоже в России посмотрели. Я обожаю его. Нет, я честно скажу, я обожаю этот фильм Адамбая Аким. Он прям
олицетворение, во-первых, наверное, правильности, какой должен быть, ну как бы это комично не звучало, но какой должен быть чиновник, во-первых. Во-вторых, там говорится о чем? Там говорится о дружбе села, сельской дружбе. Вот это очень классно. Ну, то есть, такая атмосферная... Жизнь села жизнь села показывает. Всё, эти разговоры, все. Ну, романтично это все. Да. Классно. И плюс, опять-таки, есть любовная история. Это тоже хорошо, своего рода. И плюс, не знаю, я прям кайфую от этого фильма. Мне нравится. Просто вот я его, честно сказать, сравниваю, знаешь, даже с каким фильмом? Вот без обид. Пусть кто-то на меня там обижается, кто-то не обижается, кому там творчество Адамбая не нравится, там, может быть, или еще что-то. Но мне, допустим, фильм нравится, я люблю смотреть «Любовь и голуби». Я люблю смотреть фильм «Девчата». Служебный роман, наверное. Так, служебный роман. Да, тоже служебный роман. Я просто вспоминал, что именно. Кто там, что там играет и так далее. Начальница. Да, я понял. Да, вот. Ну, больше, говорю, нравятся «Девчата», «Любовь и голуби». Просто это в моей душе лежит. А Ким, он тоже на этой же полочке лежит, понимаешь? То есть, насколько он мне зашел. Надо понимаешь? мне еще раз пересмотреть. Да, тебе надо просто пересмотреть. И не смотреть, как там кривляние там Адамбая, да, грубо говоря. Ну, он там в тему кривляется. В тему и, как говорится, по делу. Вот, или, допустим, тот же фильм, хотя бы в кино, он мне тоже зашел. Вот Алина его тоже смотрела, она даже пошла на вторую часть в кинотеатр. Поддержать казахстанское кино после нашего подкаста второго. Да. Да. Ну, к примеру, я... нет, перед, да? Или после? После пошла, да. Вот у меня ошибка, если я не могу смотреть фильмы вот так, спокойно сесть и смотреть. Я всегда с телефоном, потому что постоянные заявки, что нужны актеры. Я смотрю фильм, вот так раз, и ушла куда-нибудь. Я еще актеров и звоню, и пишу. Ну, это неправильно. Ну, а по-другому я смотреть фильмы не могу. Я потом заново пересматриваю, и на 200-й раз я такая понимаю, ой, откуда он взялся? Ну, Это с 200-го раза. Пропустила, потому что все. Да, вот так я и смотрю. Не, надо все отложить и прям смотреть. И получается. Ну, Актеры надо. всегда нужны. Нет, и с этим я согласен. Но это работа. Ну, надо же в любом случае разделять как-то. Теперь я начала себе отпуск устраивать, особенно летом. Вот, чтобы не грузить себя. А то я обычно, когда уезжала там в Боровое там, с детьми, да, отдыхать на полмесяца, уезжаю сама с телефоном. Да, вот да, так и вот вся дети, вот такая. да. И И они в итоге дети не злятся, да. мама, убери телефон, ты приехала сюда отдыхать, а не работать. Сколько раз я сейчас разобью телефон. Я такая, сейчас одно, вот это, кое-что сейчас сделаю, и все. Они прямо злились. И теперь я научилась отдыхать, я всем говорю, я в отпуске, я не работаю. Здесь интернет плохой, до свидания. Возьму, брошу в номере и пойду гулять в тишине. Классно же. По лесу. Так и Запах такой, сосны, вот этого всего. Одним словом, научилась. Работа наконец. просто Да. не закончится. Я Никогда просто не себе закончится. сказала, кино было до меня, кино сейчас, И и после даже будет. когда я умру, он будет дальше. И А даже, моя- говорит, и даже когда я... Просто, Странно. просто жизнь-то у меня одна, а время-то летит, мне опять 30 лет не будет, 40 лет не будет, Да, надо да. как-то и семье время уделить. У меня Вот же именно, мальчики, вот, да. я не успела, смотрю, а они уже, хоп, выросли. Я такая, ого, ты мой сын? Да, Вообще-то вот, да. Блин, реально бывают такие моменты, когда хоп, и как будто очнулся, да? Ну, как будто вот Просыпаешься вроде, в да, как реальности. будто бы просыпаешься в реальности. У меня такое было чувство просто, и не раз, и не один раз имеется в виду. И такой смотришь на все, ну как бы на семью, на этот. А ты просыпаешься именно, грубо говоря, можешь проснуться только за столом, когда вы кушаете, да? И ты так смотришь все на это все, и такой как бы и радуешься. И не понимаешь, как реагировать, как бы Дети иногда, выросли. да, как Они бы, ж только маленькие вот как ходили, а будто бы, уже да. выросли такие самостоятельные. Что тебе, мам, надо? Что? Да. Ты же опять со своими съемками, проектами. Ой, ладно, мам. Да, Вот да, все. да. Иногда бывает так, говорю, эй, мальчик, иди сюда, как тебя зовут? Мальчик. Вообще-то меня зовут Таир, и я твой сын старший.
Да. Ты что-то переигрываешь, мальчик. Не, потому что когда актеров в голове много, имена разные, я Ну забыла, когда ты как... прям много запоминаешь имен. Да, и я забыла, как зовут своего сына. Возможно. И вот, и он мне об этом напоминает. Мама, ты же даже мое имя забыла. Я такая, извини, прости. Ну, просто в голове много людей сидят. И все. Есть такое. Да. Так на каком уровне наше казахстанское кино по сравнению с другими странами? На хорошем. Идет вверх. Дай бог, чтобы одно еще было на уровне с Голливудом. Вот сейчас у нас будут снимать зарубежный фильм. Совместно Канада, Америка. Ну ты не говори название. Я пока не скажу. Да. Вот стартует скоро. Это же хорошо же, что у нас стали снимать, значит. Это супер. Ну видишь, блин, ну опять-таки, если это исторический момент, то да. А если это из-за того, что как вот недавно, так скажем, условно, блогер и уже и певец, и очень знаменитый парень, ну, Алишер Моргенштерн, да, или как его? Вот, и условно говоря, им заказали снять клип, и они поехали в Узбекистан. А почему они поехали в Узбекистан? Потому что там дешевле им было по съемкам. Ну да. И там, кстати, Серик Шарип участвовал. Че он там? Ну, он классно сыграл. Честно скажу, он хорошо сыграл там. В их Он клипе. играет? Нет, Да. он прекрасный, хороший актер. Я с ним не один Мне раз нравится, уже да. работала. С ним Вот. нравится работать. Мне понравилось и, в принципе, и с участие с ним. И в первый раз, когда я увидел «Дети солнца». Он там хорошо сыграл, прям, честно сказать. Он как Ну, раз как уразу положено, держал. Да. И мы останавливали съемочный процесс, чтобы все вот это он сделал, как полагается. Там я с водой уже с фиником стояла. Вот, уже на готове на старте. Да. Все, время такое, время. Все, давай кушать. Да. Все, быстро там. Вот, и почему я говорю насчет того, что они снимали в Узбекистане этот клип. Почему? Потому что там дешевле было. Там было дешевле все это сделать и даже вывести всех актеров со своих стран. И, грубо говоря, видишь, и мне не хотелось бы узнать, что вот Канада и вот как ты говоришь, начали снимать новый фильм и в Казахстане. Не из-за того, чтобы это было дешевле. Ну, я хочу для актеров массовых сцен, если все будет хорошо, Попросить хорошие гонорары? да, Угу. хорошие гонорары. Чтобы они не 2000, скупились. Да, не 3000, а нормальный гонорар, потому что, как чувствую, они там будут долго присутствовать на съемках. Что был крафт для них, Да. пледы. Вот как полагается. Потому что без актеров массовых сцен сцена бы не получилась, была бы пустой. Как говорит Невкусный. режиссер Нияз Абдигапар. Он говорит, это все быть, должно быть все вкусно, красиво. Да. А иначе все быть будет пусто и тому подобное. Мы делаем подкаст в отеле J Empire. Они нам предоставили. Мы им очень благодарны. И хотелось бы, конечно, нам дальше с ними сотрудничать. И, в принципе, мы всем советуем посотрудничать с отелем J Empire. И не только в качестве, я не знаю, там, каких-то творческих замыслов. Для ну съемок. И здесь, да, нет, не только для творческих замыслов, я говорю, но и отдыхать, как говорится, в этом отеле. Вот. Это спасибо им огромное за предоставленную, так скажем, локацию. Да. Видишь, я очень много даже искал по Астане. Целый день я искал, я где-то 6-7 гостиниц я объездил, различных, даже не только гостиниц, каких-то административных зданий, где можно было бы делать подкаст. Это еще было, получается, в марте месяце, в этом году в марте месяце. То есть, когда первый подкаст был. И мы в этом отеле начали вести подкаст. И просто здесь душевность такая. Душевность. И опять-таки, видишь, мы сейчас говорим про то, что пустой кадр, не пустой кадр, что вот нам помогли создать такую декорацию. Художник-постановщик поработал. Да, ну это...
им являлся я. Тоже я, да? Да, как бы. Сейчас им является Алина, помощник, которая вот выставляет и делает кадр, как говорится, наполняет и делает его насыщенным, интересным. Я бы Вот. камеру забрала бы. Камеру бы забрали? Нет, камеру нельзя забирать. Вот, что касается уровень хороший казахстанского кино. Ну, в принципе, еще и расти, конечно, да. Ну, Еще без этого много никак, расти. надо стремиться к большему. Нет предела совершенства, да? Ну да. Сейчас режиссеров много, у них у всех идеи разные. Продолжим. Как много денег нужно для того, чтобы снять полнометражный фильм в Казахстане? Так. Ну, давай, смотри, средний фильм. Вот такой вот, на какое примерно возьмем? Ну вот если будут у вас звезды там принимать участие, медийные лица, да, вот если на баннере вот они будут, чтобы люди пришли, то надо... где-то, Кучу денег, да? Ну, миллионов 50-60. И дальше. То есть получается, Потому все деньги будут уходить на актеров? Нет, это Вот общая этих сумма. вот, которые на баннере. Нет, это общая Ну вот, сумма я про это и за говорю. весь проект. Это опергруппа. А давай, Не допустим, та возьмем... опергруппа, Не-не-не. которая залетает, а те, кто снимают. Опергруппа. Не маски шоу, да? И вот туда входит и режиссер, сценарист, и кастинг-директор, ассистенты, короче. Сейчас съемочная группа. Да, вся съемочная группа, скажем, человек 50. Вот, 50 человек съемочной группой? Да, ну где-то примерно. Зачем 50 человек съемочной группы? 40-50. Ну это там, пока все эти железяки дотащишь, все вот эти штуки. Ты говоришь рельсы. про тех, которые свет, рельсы носят и так далее. и Да, тому это подобное. рабочие, они же тоже, это съемочная команда. Есть крафт-леди, у крафт-леди есть помощница. У крафт-леди, это которая Крафт-леди это крафт нас делает, то кормит. есть кормит. Да. Да. Она самый Еще хороший помощница человек. есть? У крафт еще помощница есть? Ну да, это вот, Серьезно? представьте, у нас съемочная команда, скажем, ну, грубо говоря, 40 человек, да? Ну, И на плюс 40 еще человек тогда, актеры да, массовых да, сцен, да, человек согласен. 30, и плюс главный Там даже герой, может быть несколько второстепенники. нужно ассистентов даже, да? И вот, у меня, к примеру, было вот на этом проекте 2 ассистентки, потому что одной ассистентке тяжело, а когда 100 человек, там надо бегать. Ужас, да, согласен. Это вот пока... Нет, я имеется в виду, говорю про не настолько, не на 50-миллионный проект, не на 100-миллионный проект, не на 200-миллионный проект, а на небольшой проект, где действительно есть режиссер, ассистент режиссера, оператор-постановщик, ассистент оператора-постановщика, он же и является и фокус-пулером, допустим. Звук. Да, звук, Свет, ассистент звука. Ну, грубо говоря, по 2 человека на каждый 20 гафер, человек, грубо да? говоря. Ну, грубо говоря, 15, 20, 15 человек. 15. Грим. Грим, да, Гриму без помощницы просто, а если она одна. Художник по костюму. художник-постановщик еще. Вот, Да. сценарист Ну, туда действительно, входит. 20 уже человек будет тогда, да. Ну вот. А Ну потом у них еще же помощники будут. Нет, без помощников уже все. Без помощников человек, 20, да. А если без ассистентов, это уже будет человек 12, да, грубо говоря. Ну, это будет тяжко получаться. Ну, можно же это сделать? Ну, да, в принципе, можно. Нет, не то чтобы в принципе, а то чтобы... Вот что я хочу, допустим, сделать? Сначала я хочу снять короткий метр. Документальное, возможно, кино снять, социальный ролик, допустим, да? Ну, если, к примеру, социальный ролик снять, Нет, да? нет. Реклама. Нет, неправильно я выразился. Допустим, короткометражный фильм, да, допустим. Так скажем, на какие-то свои бюджеты, с единомышленниками и так далее и тому подобное. То есть без какой-то поддержки инвесторов и господдержки, да? Ну, вот скажи. Откровенно говоря. Нас, допустим, 10 человек, в них входит и оператор, и режиссер, и худпост, и, грубо говоря, и крафт, и все, это все 10 человек. Ну, к примеру, возьмем реклама вот этого отеля. Как называется? G-Empire, Джимпайр. допустим. Реклама, да? Можно пригласить
кастинг-директора, можно даже онлайн поработать. Не обязательно, чтобы кастинг-директор присутствовал на съемочной площадке, так намного дешевле. Один звук, свет, оператор, сценарист, который написал сценарий, да? Да. Продюсер. Ну, обычно же сценарист и режиссер сейчас уже. Ну да, сейчас уже, стараются в принципе, совмещать, да. да. Продюсер, она может быть и художника по костюмам, там, да, и по гриму. Вот, я про это и говорю. Это вот, скажем, костяк, команда Костяк. 6 человек. Да, костяк. 6 человек, да. Основной. И актеров приглашаются, если актеров зовут, не обязательно звезд, а вот обыкновенные люди, у которых есть опыт в съемках. Да, опыт в съемках. Совершенно верно. Просто еще зависит от того, что захотел хозяин, скажем, этого отеля. Вдруг он сказал, я хочу, чтобы вот, например, Том Муслим снимался. О! Да, ну всякое может быть, да? Или Данияр Алшинов там, или Мурат Бесимбин. Но то с ним обговаривать надо. Это уже отдельная же Да, история. это уже отдельно. А так, скажем так, одна смена... Так, сейчас посчитать. Нет, опять-таки, так, из это- обычного костяка 6-7 человек. Вот, Ну вот которые- я да. примерно вот и хочу посчитать. Так, Ну ты 200, прям в гру- 250, это читай. 250, Вслух читай. 300, ну, грубо говоря, снять какой-нибудь ролик, 300-350 тысяч тенге уйдет. Это самый минимальный. Да, это Самый да, простой, рекламу дешевый. снять. Да, вот, Да рекламу. я не про рекламу, я же говорю Я, про в общем, говорю, ролик. короткометражный фильм. Ну, короткометражный фильм можно и за один день отснять. Ну какой он будет? Ну, я не знаю, сколько минут будет короткометражный фильм. 2 Ну, в среднем минуты, 15 4, минут. ну, 15 минут. Вот здесь уже по-другому будет тогда. Вот, да, я про это и говорю. Ну, лям где-то, наверное. Миллион, да. Минимум. 5 смен, да, грубо говоря. Ну, да. 5 смен по 200 тысяч. 4 смены. Ну, можно, конечно, и уложиться за 2-3 дня. Ну, опять-таки, все зависит от локации еще. Как далеко ехать, недалеко Если ехать. Да, локация, если все съемки в одном месте Нет, происходят, да, то там это тоже вообще это очень хорошо, никуда не нужно ездить, в одном месте перевозить сидишь. все это, да? Да, потому Да. что на то, чтобы перевести все вот эти оборудование, камеру и так далее, свет, это много времени уходит. Пока это все свет расставишь, тоже много Пока времени. это все соберешь в свои Да. ящички, в свои сумочки, каждую деталь. Да, актер взял, уехал, Да, да. кастинг-директор уехал, если она на съемочной площадке присутствует. А если нет, то дома поработала. Вот. Угу. Можно подешевле найти. А можно вообще, да, с людьми договориться, там, с кофейней договориться, там, Да. с За гостиницей рекламу. договориться, там, да. С Можно этими бартером. договориться, да. Можно, например, бартером. Кафе какое-нибудь, заведение новое, которое только открылось. Они хотят рекламу. Угу. Вы договариваетесь, мы вас снимаем, и мы вам делаем рекламу. У себя в статусах, сторисах везде выставляем. Да. Вот реклама. И бесплатно. Да. будет. Да. Так что Да. можно Очень и удобно. подешевле найти. Все решили, что можно и снимать, и вообще не за ничего. Ну, нормальная камера все равно, мне кажется, должна быть, и какой-то Да. свет минимальный. И Актёр. какие-то актеры более-менее, как говорится, которые бы могли сыграть. А покажите нам радость, покажите грусть. Актеры желательно, чтобы были с опытом. Да, Потому да, что да. это уже и ваше лицо идет. Это получается ваше же видео. Это ваш фильм. Это все, это надо, если Это ваше делаешь, то надо детище. сразу делать вкусно. Потому что его это потом нельзя уже сделать по-другому. Потому что Да. вы этот план, скажем, да, снять короткометражный фильм вынашивали, как ребенка своего. Вот так я это здесь так сниму, а здесь вот так, вот так. Если из-за актера что-то не получилось, ну это обидно будет. Столько времени потрачено, Да, скажем, да. и денег. Да. Поэтому нужно. Ну, время это деньги, да. Даже могут быть придут бесплатные актеры сниматься, но среди них тоже нужно выбирать через видеопробы. Угу. Им текст отправлять, видеопробу записали, и уже с первой секунды. А не лучше ли делать общий кастинг? Ну, типа, взять, снять однокомнатную квартиру, грубо говоря, да? Можно. Грубо говоря, и сказать, вот с такого-то до по такое-то время будет проходить кастинг. Приходите. Можно. Но так как связано все, упирается в деньги, можно все онлайн провести. Угу. Не онлайн все равно не то, мне кажется. Ну, Лучше, когда увидеть
услышать его не через онлайн. Но если где хочется, то будет- хорошо. мне кажется, так Сделаем намного онлайн, лучше. вот, то есть оффлайн кастинг. Мне Придут, кажется, всегда лучше, везде лучше работается всегда оффлайн. но во некоторые все люди, работы они практически. все равно отправляют фотографии мне. Я, говорит, не смогу, вот мои фотографии, покажите режиссеру. Большая часть. Кто-то, кому-то... Но лень. одно дело, на фотографии, как говорится, неправильно выставили свет, и все, и он менее красивый там. А вживую увидеть, он вообще другой человек. Да, понимаешь? уже было так. Ну есть же, вот мы вот сейчас по свету выставлялись, вот допустим, перед тем, как проводить подкаст. Алина говорит, вот блин, что-то по свету надо, давай еще этот свет добавим где-то что-то. Алина, по свету нормально? Сейчас нормально, да? Сейчас по свету нормально. Поэтому... Живой кастинг тоже нужен. Я люблю, когда приходят люди, Мне кажется, вживую лучше, их намного видишь, оффлайн лучше. слышишь их. Я еще могу только посмотреть в глаза, уже понять, проблемный актер, непроблемный, стоит работать или не стоит. Вот. Иногда бывает так, что по онлайну утвердили Что актрис, прекрасно, да, скажем да. так, да. Я спрашиваю, вы не изменились? Нет, я все такая же. Отправляешь фотографию, режиссер говорит, да, она подходит. Текст отправьте ей, пусть видеопробу запишет. Она записывает видеопробу, отправляет на мне. Я сначала проверяю, смотрю. Оказывается, вместо длинных волос, У неё которые были каре, да? скажем, по пятую точку, а у него стрижка, как у пацана. Я отправляю это видео режиссеру и говорю, у него стрижка, как у пацана, что делать? Он тут же говорит, искать замену. Хотя я спросила, у вас нет изменений? Сказала, нет. Мгм. Я даже спрашиваю, мне нужны ваши свежие фотографии. Вдруг, там, скажем, прыщик выскочил, да, или царапина на лице. Ну, всякое же Я, кстати, бывает. заметил в одном фильме, я прям хорошо, прям явно заметил, вот насчет прыщика. Фильм, все прекрасно, актриса, не помню какой фильм, но это какой-то был такой фантастический для молодежный фильм. У нее получается она выходит из дома, все нормально, а потом она уже в саду оказывается, а это из дома в сад, да? Ну там несколько дней прошло, то есть съемочных дней, так скажем. И у нее прыщик выскочил. И я такой смотрю, Еще на это самом такой видном вот- месте. Да, еще У меня самой так тоже было. Да, на губе вроде что-то вышло, простуда типа же есть. И прям это прям сильно заметно. А еще когда на большом экране смотришь, на телефоне-то не видно ничего. А когда на большом экране смотришь на телевизоре, да, и такой хоп, о, блин, прикол. Потому что я же вникаю в эту тему. И, соответственно, вот такие портаки, не надо, чтобы, нельзя, чтобы, как говорится, они и у тебя потом присутствовали. Ну, Вот я это. тоже снималась в главных ролях в фильме. Везде так, ну, как бы все норм. А потом в один момент у меня здесь такой прыщ выскакивает, такой большой. Его замазывали, и так, но все равно его было видно. Да. И так сажали мне. И вот так вот и свет. Хоть как, это прыщ, он никуда не денется уже. Да, его не замажешь Да, нормально даже. и ждать, когда он пройдет, это нужно ждать сколько, несколько да. дней. А каждый съемочный день это деньги. Время, деньги. Да, лучше снять. И такое бывает. Да. Так, что мы решили все-таки, как много денег нужно для того, чтобы снять полнометражный фильм в КЗ? Минимально. Полнометражный. А ты говорил про короткометражный. Нет, я про ролик, просто про говорю, рекламу. нет, я же говорю короткометражный, социальный. Ну, вот ты мне говоришь сначала про рекламу, что можно на рекламу снять 350 типа, тысяч там, ну, минимально, да, типа. А потом я говорю короткометражный, ты говоришь, ну, короткометражный, ну, по договору можно снять. Полный метр? Я сказала, сколько. Опять-таки, вот помнишь же фильм был итальянский или испанский, где они мобильники все сдали и потом читали все. Что-то припоминаю. И идеальные незнакомцы. Да, все Вот. за одним столом сидят. Все за Это одним одна столом. локация, никуда ехать Один не дом, надо. да, так Да. скажем. Там Все две сидят за комнаты, да, столом. да. Очень прикольно же получилось. Фильм-то интересный. Да. Вот, видишь, на локации они особо не сильно не тратились. Тратились на Если- актеров и, соответственно, оборудование. Всё. Оборудовать кормить надо актеров, Нет, съемочную это понятно, команду. это понятно, это На понятно. это знаете, сколько денег уходит?
Но у меня ушло тогда тоже этот. Ну, видишь, я эти кормил бургерами, ну, как бы сам делал их. Бургеры. Не, бутерброды, да, не бургеры, бутерброды сам их делал. И с собой брал в сумку все это. Но если локация одна, и не надо мотаться по городу или за город выезжать, ну, конечно же, сумма будет меньше. Если еще актеры не такие знаменитые будут, Значит, ну, надо что делать? Писать сценарий на максимально минимальной локации, да, скудные. Да, да, вот этот, скажем. как его фильм, где Константин Хабенский снимался, «Коллектор» называется. Не видел. Вот он сидел в одном кабинете и все это время по телефону разговаривал. Ага. Вся вот эта съемка, вот это все в одном кабинете. Потом он, Все конечно, возле него крутилось. да, вышел на улицу, там прошла одна женщина, кажется, и он там умер, его убили. Но просто посмотреть надо. Угу. Я понял суть. Суть понял. Он же коллектор. Ну, типа, то, что его могут убить, это, в принципе, Ну, может да. произойти, потому что он психологически уничтожает людей. Вот он весь фильм Да, вот да, да, по да. телефону, по Да, да, телефону, да. ходил Психологически, туда-сюда. И, кстати, это ее любимый актер. А мне он тоже нравится. Да? Константин Хабенский, он хороший. Я это говорю в камеру. Алина нравится, да, он? Да. Да, он двоим нравится, Константин Все, Хабенский. окей, решили тогда. В принципе, можно и не задорого снять. Да. Окей, решили. Все снимают недорогие фильмы. Такой вопрос есть. Какого кино не хватает казахстанскому прокату? Как ты Казахстанскому думаешь? прокату. Ты же уже, в принципе, Комедий много у нас видишь, да. снимают много. Мелодрамы вот эти вот тоже хватает. И боевики сейчас стали снимать. Мелодрамы какие? Что за мелодрамы? Мелодрамы, комедии вот такие. Угу, я понял. Вот, например, не снял, вот в фильме тоже показали, Той Бой. Мелодрама, комедия. Там как бы и реальность, то, что сейчас Не происходит. видел этот фильм. Посмотри. Хорошо. Вот хотелось бы что-нибудь, не знаю, когда мне пишут актеры, говорят, ладно, вот фильм какой-нибудь такой будут снимать про ханов, вот хочется сыграть. У меня только вчера вот мой сосед, мой товарищ сосед, мы, получается, на рыбалку выходили недавно. Возьми Вот. меня с собой. Ну вот, я тебе говорю, возьми меня ассистентом, а ты мне говоришь, возьми на рыбалку. Хорошо, без проблем, возьму. Вот он мне как раз говорит, блин, Бауыржан, говорит, не хватает, нету, говорит, прям ни одного фильма, где исторические, где действительно наши прадеды держали землю эту в страхе, там сказать, и все остальное 300 лет, типа. Ну, типа, много столетий. Ну, можно было бы. Ну, я говорю, ну это же, во-первых, нужно нам все знать факты. Настоящие, правдивые. Это полностью нужно всю информацию перечитывать, Да, в интернете да, находить, чтобы все правдоподобно чтобы было. это было, да, чтобы это было не какая-то там Филькина грамота, да, грубо говоря, а чтобы это было прям Сценарист, чтобы был серьезный, грамотный, красиво, серьезный, что да. все расписал. Все расписать. Мало того, что расписать, это еще нужно же сделать. Я ему говорю, вот Томирис же сняли. Я ему сразу ответ дал, вот Томирис. Он говорит, да это что, она только этому отрубила голову. Там, кому там она отрубила? Кому-то, короче, этот. И все, и там ничего такого сильного, говорит, не показали. Я говорю, да, не показали, а столько денег еще. Просто, скажем, современное кино отснять, да, скажем, 23-й год, 22-й, намного проще. Легче локацию найти, легче одежду. Да ничего, да, переделывать не надо. Да, ничего не надо. Вот, к примеру, 80-е, 90-е, там, да. Уже сложнее. Там сложно найти одежду. Вот мы когда снимали, то же самое вот эта полицейская одежда. Там другая была, мы друг у друга спрашивали. Какая была, что, да, фотографии форма, находили, да? чтобы подходила актеру. Еще актеров подбирали под одежду. Мне художник по костюму говорила, ладно, только не высокий и не пухленький, пожалуйста. Пусть худенький будет. Пусть худенький один у нас будет. остался костюм, да? Форма вот такая, ну, пожалуйста. Я такая, хорошо. Я там вспоминаю, кто такие, тут есть там такие, звоню. Роль полицейского, милиционера, то есть. Сыграете? Да. А реплики есть? Пару слов есть. Хорошо. Куда? Когда? Я такая говорю, сейчас, минуту. Я то фотографии художнику по костюму отправляю.
Она смотрит, все, говорит, подходит. И хочу сказать, заметить, нельзя говорить костюмер, нельзя говорить гример. Это некрасиво. Нужно говорить художник по костюмам, художник по гриму. Ну да. Ну я же говорю, худпост. Департамент худпост. Худпост – это художник-постановщик, Ну да. который вот это все оформляет. Ну худпост Локацию. разве не работает непосредственно с художниками по гриму, по костюмам? Или нет? Или я что-то это... Художник-постановщик – это вот. Художник по гриму – это вот. Они вместе не работают? Нет. Художник-постановщик, он локацию готовит. Если, к примеру… Да, я знаю, что он готовит да. локацию, но они же как бы имеется в виду... Смотри, опять-таки, должны же понимать, какие костюмы должны быть, как они соответствовать будут этой локации и так далее. Если Да. это 80-й год, художник-постановщик, она просто, скажем, квартиру под 80-й год готовит. Кресло, телевизор, вазы, шторы, Вообще обои. не касается по этим Нет. другим, да? Художник по костюмам, она просто готовит актера по одежде, вот, чтобы был похож на 80-й год. Художник по гриму, она рисует, скажем, актрису, наносит макияж, чтобы подходил под 80-й год. Тени там, эти брови там, Да, как такие прически. если это был какой-то типа панк там или еще что-то. Да, потому что... А так очень тяжело подобрать. Особенно 40-е годы, 50-е. А еще это, да, грим там серьезный нужен. И обычно мы спрашиваем, а у вас есть что-нибудь из 80-го года одежды, из 90-го там? Но кто-то говорит, ну, есть, у меня еще сохранилось. Я тоже говорю, у меня тоже есть с 90-го года платье, одежда. Я храню. У меня есть гардероб киношный и повседневный гардероб реальной жизни. А так киношный. Киношного вот так много, а повседневного вот столько. Ясно. Так в итоге, какого кино не хватает нашему казахстанскому прокату? Исторических. Про наших ханов, биев. Исторических не хватает? Да. Ну вот, к примеру, еще. А я думал просто вот, знаешь, типа Каких-то таких-то, как? Тяжелее снимать. Исторически. Нет, я думал мелодрам каких-то глубоких, интересных. Ну если это брать, то да, со смыслом. Да, с большим глубоким Вот смыслом. именно, что была мелодрама. Не комедия с мелодрамой, а именно Да, мелодрама. мелодрама. Вот типа вот смотри, вот мелодрама же это, самая настоящая мелодрама, Джокер, да, был? Вы помните все? Поставьте лайки, напишите комментарии. Помните ли вы фильм Джокер? Это же мелодрама на самом деле. Вот с Хоакином Фениксом. Угу. Ну вот не самый последний Джокер, так скажем, да? Это же мелодрама, чистой воды мелодрама. Разве нет? Ну да, мне вот тоже достаются роли такие вот, где я Там постоянно полностью рыдаю. вся рассказывается и все, как он проживал это все. Да? Ну это, Он же мне кажется, специально самая похудел мелодрама. же еще для вот этой роли, там вообще Да. там... Вот, имеется в виду. Вот, не хватает вот таких вот глубоких нашему казахстанскому прокату. Давай снимешь. Алине не понравилось вот то, что я написал. Она говорит, блин, это же вообще, говорит, ужас. Как это вообще можно? Типа, она прочитала. Короче, история такая. Парень жил прекрасно, у него семья, все отлично. Но в один прекрасный момент он падает в обморок. Угу. Вот, на футбольном поле. Он играл, веселился, все как полагается. Ну и свободное время на выходных он гулял, выпивал, не совсем у него был хороший образ жизни и так далее и тому подобное. Угу. Ну вот так вот получилось, что ему всего лет 35, может быть 30, у него семья, и он обследуется, его скоро увезла, но сказали ему обследоваться, он обследовался, и обнаружилась у него нехорошая болезнь. Угу. Вот так. Мозгу. Ну, не в мозгу. Ну, знаешь, я еще сценарий полностью не писал. Я написал идею к фильму. А у меня просто, я сейчас Очень- сижу, нет, и очень ты мне это- говоришь, а у меня сразу картинка, как Да, он там не с в мозгу, не в сигаретами, мозгу, как не он вот обязательно так в мозгу. выходит. Да. И на самом деле, фильм, я его назвал
черным, ну как бы, как это называется? Рабочее название «Выход есть всегда». Выход есть всегда, но в итоге этот молодой человек, он умирает. Мгм. Ну да. Но он перед тем, как умереть, он сделал все, чтобы тех людей, которых он когда-то обидел, Мгм. он просил прощения, он, ну, так скажем, Мгм. встречался с ними, общался с ними, Со радовался своей с семьей ними. больше времени стал проводить. Да, по-любому. Вот. И там есть, где они с родителями уехали в аул с женой и с детьми. И как жена радовалась, что он изменился. И все радовались, что он изменился, но Но никто они не не знал, знал, что никто не знал, что он А он будет. ходит, и он знает, что он умирает, он такими Нет, да. глазами Поэтому, смотрит на свою семью, на своих детей, да, что он их не увидит. все больше никогда, да. И ему нужно было просто достойно уйти. И Надо это, снять фильм. Да. И этот. Я так да. надо снять фильм. И отец только знал. Ну, это специально я так каково сделал, было чтобы отцу, это, да. блин, тяжко. Да, и потом Груз фильм такой. заканчивается, когда просто отец стоит у реки, а они ходили на рыбалку, и потом, ну, когда его уже не стало, ну, этим показать, что его не стало. Просто, как он стоит у реки, Уже один слезы, стоит и отец. да, отец один, да, и все. И вот на этом фильм заканчивается. То есть не надо показывать, как он там умер, задыхался или еще Несколько что-то, сцен показать, Да. там, типа, Да, пойдем грубо на наше говоря, место. видишь, И вот то они есть у уходят. меня такая идея была, а Алина такая прочитала: ой, как это все грустно, как это все плохо, как это ужасно. В жизни, потому что Но сейчас она фильмы снимают зато у нас да, с да, хэппи-эндом, в да. конце, что все прекрасно, но в жизни Вот и почему это было название «Выход есть всегда». И он нашел выход в смерти, чтобы уйти достойно. знаю такого человека. Вот поэтому я говорю, что, видишь, вот мне кажется, такого не хватает ну, как бы я не слышал, ни разу не слышал, что у нас такое снималось там или еще что-то. Поэтому я и такой, не знаю, идея зашла такая в голову мою. Вот, ну это ладно, это... Мгм. Вот. Это просто идея, которую я придумал где-то недели 3 назад или месяц назад, наверное, да? Вот. И не всем. Я, кстати, только, кажется, Это короткий тебе метр отправил. или полный метр? А, нет, я еще одному парню показал, Тахиру показал. Это... Теперь я знаю. И Да, все теперь будут знаю. знать. Да, и теперь все будут знать. Ну, идея его, если что. Да. Автор он. Нет, Сценарист он. нет. Имеется в виду короткий или полный, а я не знаю. Может, Почему? короткий? Потому что я еще не писал его, не начинал даже писать. Почему? Когда ты начинаешь писать, уже там появляется... Я думаю, это короткий можно отснять. Загульный образ жизни, где он с сигаретами, все вот это. Можно Да, это да, отснять да, как-то, да, да. так, флешбеки такие, тык-тык-тык сделать. Под музыку все вот это. Нет, флешбеки зачем? Не надо флешбеки. Да. Да, это прям можно реально, как он выходит с какого-то там клуба, идет домой, там, плохое отношение с женой, абьюзер там, или еще там такое, говорит, да? А абьюзер. потом бах, и все в жизни меняется. И он такой ее хап. Нет, это Заткни не так. ребенка. Не-не-не. Подожди, не здесь. Просто у меня воображение пошло Не надо работать. воображения. Остановите меня. Вот. Поэтому я считаю, вот такого не хватает, вот, отвечая на этот вопрос. А ты считаешь, что исторических не хватает? Проханов, Батыров, Нету. Биев и так далее. У нас их нету. Нет чего. Ну, хотелось бы побольше таких фильмов, чтобы А снимали. этот, Кочевники? Один, скажи, да? И то американские актеры, скажи. Да. Хотя у нас в Казахстане тоже есть актеры, которые могут отыграть. Тогда не было, мне кажется. Сейчас Таких. можно. Сейчас можно. Ну, почему бы не снять? Потому что деньги. Касымхан. Нет, потому что, говорю, Бюджет. кто хочет взяться за это. Никто не хочет браться, все хотят какой-нибудь Заработать. простой и заработать кассу. Все хотят заработать Да. на фильме. И вот потому что если вот снимешь такой фильм, да, про какого-нибудь хана, выстрелит, не выстрелит, кому-то понравится, кому-то нет. Да. И мало кто пойдет на такой фильм. Все люди пойдут на какой фильм? На комедию,
посмеяться, с семьей сходить. Нет, ну ты Или, не говори или за всю комедия, аудиторию. мелодрама. Ну, Но большая аудитория у нас часть. кассовая, конечно, это Большая кинотеатральная аудитория, это Они молодежь. пойдут вот на Да. такой фильм. Нет, я тебе сейчас честно скажу, честно, сейчас в Казахстане молодежь 20-летняя, 25-летняя, которая ходит в кинотеатры, уже прям сильно поддерживают казахстанский фильм, уже ходят на Казахстан, могут пойти на исторический казахстанский фильм. Сейчас молодежь не такая, как мы были, допустим, в начале 2000 году. Честно скажу. Она В другая. 2000 году что я делала? Нет, имеется в виду, вот в 2000 году, что другая была молодежь. Да, мы были другие. Вот, я про это и говорю, что сейчас другая, они могут пойти. И это может выстрелить. Ну, Ханы. всё-таки будет. Поэтому я говорю, что может сейчас... Если красиво отснимут, потом реклама, все вот это вот. Да, Люди пойдут. классно, просто классно это сделать, классный продукт, упаковать это классно, подобрать Ну да. всех грамотно актеров, мне кажется, прям пойдут люди. И плюс еще он будет классикой. Давайте Главное поснимем просто такое. кино. Деньги дай, да? Ты все хочешь снять. Да, я сразу такая, деньги дай. Деньги дай, давай снимем. Так, давай вот такой вот вопрос у меня есть. Как попасть в кино непрофессиональному актеру? Что для этого нужно ему? Непрофессиональному, который мне. не учился нигде. Написать мне. Написать. Мы, кстати, прикрепим в описании твои контакты, чтобы, как говорится, тебе написали будущие мировые звезды. Наложится. Мгм. Так, во-первых, скажу вам условия правил. Людям, которые никогда нигде не снимались, не знают, что такое съемка. Когда вы обращаетесь и пишете мне, то пишите грамотно. Здравствуйте, извините, пожалуйста, я вот по вот этому объявлению, даже можете скрин этого объявления скинуть или переслать мне, что мне требуется для того, чтобы попасть к вам на проект. Я после этого отправлю вам информацию, и вы по этой информации, внимательно читая, отправите то, что мне нужно. Чтоб не было такого: Салем, я готов на кастинг, я готов на съемки, куда приехать? Вот так не надо, ладно? Правильно, нет, должна быть субординация, во-первых, везде. Как вот даже был случай, когда я попросила данные, фотографии, мне сказали: вы что, хотите кредит оформить на мое имя? Я вам данные не отправлю, вы сейчас кредит оформите, потом мне платить. Зачем мне ваши данные? Мне эти данные нужны. Просто имя, фамилия, фотография, возраст, рост, чтобы показать режиссеру. Он без фотографии не сможет вас утвердить на роль. Этого хватит, чтобы попасть в кино? Для начала хотя бы... А хотя не бы нужно, это. нет, а не нужно ли им, допустим, Поступать? людям, не то что поступать, поступать кто хочет и кто чувствует, что ему нужно поступать, чтобы стать актером в какой-то театральное, так скажем, заведение, ну, учреждение, курсы, да, может быть, курсы пройти. Каждый же тоже все-таки чувствует, что нужно для того, чтобы преодолеть и пройти какой-то барьер там и дальше расти. Что нужно пройти, да? Как минимум, я не знаю, посмотреть актерские в Ютубе, в том же бесплатном, правильно? Ну да. Мастер-классы. А, Что должен делать актер? Каким он должен быть? Как он должен разговаривать? Как он должен преподносить себя? Если Не просто же Актер. просто тупо напишут тебе и все. Здравствуйте, я бы хотел поучаствовать в этом проекте. Если, к примеру, по типажу он подходит, естественно, режиссер просит видеопробу. Если по видеопробе он играет роль, да, я хотел сказать, там, то он не пройдет. А чтобы он отыграл хорошо, нужно пройти актерские курсы. Хотя бы, как минимум, да? Да, потому что на актерских курсах ломают тело, вот эти стенки, борются с зажатостью. Вот у меня был такой актер, внешне он
хорош, знает языки, но вот он всегда скованный был, вот скованный, и в голосе у него скованность такая прям была. А типаж-то хороший, Типаж хороший. и вот если прям да. хотелось его, вот, ну давай, ну еще, ну ты можешь, а он вот так вот и все. Я сказала, иди на актерские курсы. Потом будем работать, да? Отправила, потом смотрю, господи, он такой уверенный стал, вот прям аж тело его прям показало, что он умеет играть. Он начал эмоции все показывать. Я видела все его ролики, которые он снимал, где он выступал. Угу. Совсем другой человек. Ходите Прикольно. на актерские курсы. Прикольно. Вот. Все понятно. Как минимум на актерские курсы. Да. Минимум. Хотя бы, да? Потому что там обучают, какими нужно эмоции показывать. Многие, если показывают радость и злость, они стараются показать вот этой частью. Но они забывают, что есть еще вот этой части. Радость. А язык тела? Язык это вообще? Язык тела, да. Язык тела. Да, просто когда я просила там показать страх, показали так. Ну, на страх похоже? Ну, не знаю, на просьбу, дай мне денег, типа, Вот. да. Страх, это идет глаза, вот эти, и тело вот это вот. Да. Вот Ну ты срабатывает. прям как в Хичкоке, да, где она там, Вот это как он сыграть. называется? Какой-то фильм Хичкока же был, где он показывал, что там, убийство. Я Не- сразу вспоминаю. Это максимально его постоянно показывает то, что вот тень там, мужчина хочет убить женщину, да. И она там, там кричит. Вот даже элементарная радость, радуешься чему-то, да, вот, пример. Многие показывали радость просто. Угу. Но когда сбывается мечта, просто не стоим же вот так. Мы же там такие, да. Тело. Ну опять-таки начинает. разная Вот радость же это. бывает. Сдержанная радость, несдержанная. Ты прям все сразу, все прекрасно. Радость. Радость. Но это нужно вспомнить, да, ну там, скажем, девушке машину подарили, она такая, ну, так радуется. Или, скажем, она мужчина, вспоминает, да. купил себе собственную квартиру, это я сделал, да, вот. Это вот, да, нужно Они не вспомнить. всегда такое бывает. Кто? Не всегда такое бывает, говорю. А когда тет-на-тет, то есть тет-на-тет надо говорю, когда сам собой останешься, Я вот так вот радуюсь. Все. И все. вот, только что показал же, Да. вот. И все. Ну, не вот так же? Ну, это понятно, что. Ну, по-разному же бывает радость. Опять-таки, у каждого человека. Ну, это уже Но там, как режиссер, это наверное, попросит. Это уже совсем радость. другое, да. Вы в личной жизни можете радоваться. И вот Да. Но на съемках надо радость показывать. Прям показать, да? Да, показать. Ты прям вот как в рекламе играешь, да? Вот она как прям в рекламе играет. В какой рекламе? Ну вот, Немножко. да, утрирует, да. Ну, в рекламе, получается, утрирует. Я же поэтому и говорю, как в рекламе. Реклама же есть, вот какого-нибудь там домик в деревне там, или еще какой-нибудь, да? Да, или еще какая-нибудь там, я не знаю, там масло там или еще что-то. И семья так все сидит, там радуется, да? Да, надо, Они потому она что там подходит, это наливает задача. чай ребенку там. Это поставленная задача режиссера. Ее нужно отыграть. Если, к примеру... Ну, кино же это не реклама. Кино А же там это тоже не нужно реклама. показывать эмоции. Если по сценарию, вот, например, актер, он устал, не спал, да, а по сценарию сейчас день рождения, ему надо радоваться. Он второе дыхание свое включает, и он показывает, что он радуется. Он должен это не просто показать, а он должен это прям Мне кажется, по-настоящему он показать. должен передать просто это вот, прожить это, да, в кадре. И показать эту в этом внутреннюю ситуацию. Ну, в смысле, Есть сценарий, персонаж. задача поставлена, что герой, он должен сейчас показать свою радость. Следующая сцена, где он плачет, он должен отыграть горе, слезы. Это задача на тонкий Отыграть, актер. прожить. в Ну, кадре. прожить. Да, Ну, отыграть. Да. Да, я понимаю, что многие актеры тяжело выходят из этого состояния, по себе могу сказать. Да, вот если действительно они прям зашли прям в нее, в Да, ситуацию, они же должны в эту ситуацию зайти Я тут и вошла, прожить ее там, да. Там нужно и было горе, такую роль горе там, отыграть. да. я там вот слезы, вот это захлеб.
Режиссер Вот такой это да. подошел, все, выходим. Я такая, вот, и Да, все. да, да, это классно. Это Но- классно, если прикинь, вот да, вот действительно ты заходишь в ситуацию. А некоторые просто же играют. Просто очень многие играют. Играют в смысле, им не верят. Надо прожить, вспомнить. У каждого человека в жизни что-то было. Ну, показать злость, да? Ну, тебя же обижали, ты же злился. Не, Ну, ты вспомнишь. Естественно, Нет, каждый это человек тяжело. вспомнит. Есть только понятие жизненный опыт. Нет, это естественно. Ну вот, и когда съемки идут, и там нужно показать разочарование, в жизни каждый человек разочаровался. Кто-то что-то предавал. И он этот момент может вспомнить и отыграть. Да, Постараться вспомнить и отыграть. да, 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 я про это и говорю. Да. Ну вот. Вот Либо так вот. просто, как говорится, вжиться в персонажа и максимально. Вот бывает так, что Ну, потому что актер, человек бывает он какой-то и- что-то не испытывал, допустим. Всякое бывает же. Ну, не может он у вспомнить, молодежи, когда, да. у молодых людей... Потому что бывает- мало жизненного опыта. Да, они Да. не могут это показать. А бывает так, что актер вот хороший, да, но он не может эту сцену отыграть. Ну, думаешь, ну ничего сложного нет. Ну, отыграй. Не получается. Ну, почему? Не знаю. Вот просто иногда бывает такое, что Просто надо ему прожить это, просто а не отыграть. не его день. Просто Может бывает, быть, что да. не мой день. Вот и все. На следующий день он эту сцену он отыграет от и до. Бывает такое. Ну, не мой день сегодня. Магнитные бури, что там, полнолуние и так далее, тому подобное. Новолуние. Полнолуние, новолуние. Вот. Меркурий, да? или Как? Ретроград. Ретроградный Меркурий. Так, хорошо. Вот все запомнили, кто хочет стать актером, актрисой. Теперь такой вопрос: нужно ли учиться на оператора, режиссера, сценариста, чтобы снимать кино? Ну, если... Вот обязательно же человек должен... Ну, сейчас скажу. Если, к примеру, парень захотел снимать фильмы, да, Допустим. то да, пусть учится. Но если я актриса, то это мне не надо. Зачем? Скажем так. Подожди, что за детский сад? Подожди, что за детский сад? Пусть учится, а я актриса, мне не надо. Ну да, мне-то зачем операторское, я в нем... Нет, я просто говорю, вот как ты считаешь, твое мнение? Ну, мое мнение, если У нас подкаст примеру, называется «Свое ты мнение», правильно? хочешь быть оператором, сценаристом, тебе Режиссером, да. Да, режиссером, то эти навыки нужны, обучаться нужно. Ты считаешь, нужно Да, нужно. идти обучаться Да. в высших учебных заведениях этому? Ну, можно не высших учебных, сейчас есть курсы, где обучают Режиссерам, да, мобилограф сценаристам, там, да, да. там всему. Есть такие у нас. Ты серьезно считаешь это? Ну, Это это нужно. знание никому не помешает. Знаешь, знакомые, у нас есть общие знакомые, которые... Ладно, и вот. Ну я ничего ни разу не слышал, чтобы ты им говорила: ребята, идите, учитесь на эти курсы, сходите. Ни разу я не слышал, чтобы ты им Есть. говорила. Я говорю, но Я ни но разу не зачем слышал. говорить прилюдно такие вещи? Это то есть я тогда опускаю как Его ничего, да? как режиссера Да, прилюдно при всех. Это некрасиво будет с моей стороны. Я могу Нет, просто это я согласен. Да, отойти нехорошо, с да. ним в сторону и сказать. А ты, правда, хоть раз отходила в сторону и Отходила. говорила? Говорила? Да. и Типа, не идите один раз. учитесь. И не один раз. А. Просто многие считают, зачем я ее так тоже умею снимать, там, фотографировать, мне это не надо. Нет, я вот, смотри, пошел на фотографию. Во-первых, ну не, наверное, это не во-первых, это одинаково, наверное. И учиться, и деньги. То есть я и получаю Ну, и деньги. теория и практика. Да. А, Я не могу это сказать, что нормально. для меня главнее научиться выставлять кадр, когда я получаю еще деньги. Потому что мне и деньги важны, если честно сказать, чтобы кормить семью. Ну да. Вот. Поэтому нужно ли учиться на оператора, режиссера, сценариста, то есть обязательно должны проходить курсы. То есть и я тоже должен пойти на курсы, записаться. Оно лишним не будет. Вот я тоже в последнее время тоже думаю о том, что пройти курсы мобилографа. Хотя бы взять телефон и снимать красивые кадры и видео. Потому что Но это- опять, пойти кому на курсы? Ну,
Ну, я знаю. Кристоферу Нолану, который уже снял кассовые фильмы, или Нет, у нас в пойти на Астане курсы, тоже грубо есть. говоря? Нет, мне вот товарищ один предложил пройти его курсы. Допустим, да, он говорил, ну Какой месяц. секрет? Нет, я не буду говорить. Месяц пройти курсы, там пройдешь типа и сценарно чуть там обучат недельку обучат операторскому, недельку обучат режиссеры, и неделька этот будет, типа будешь присутствовать на съемочной площадке, да. Да, практика. Практика, да. И видеть это все. И за это там запросили полляма. И вот ты представь, как вот мне пойти на эти курсы, обучиться. Я согласен, что это мне пригодится. Я полностью согласен. Полляма, да? Да, но это, мне кажется, это... Нет, они отобьются по-любому. И смотри, если человек хочет, он будет идти стремиться. А тот, который идет и стремится и будет делать, у того все получится. По-любому. Ну, просто сумму, когда я услышал эту сумму, я такой, ну, я не могу. Ладно, я готов там 50 тысяч, ну, черт с ним, 100 тысяч, да, потратить на месяц обучения, если действительно, Можно да. дешевле найти. Ну, имеется в виду, понимаешь? Если что, дам контакт. Нет, имеется в виду, что, да я сам, поэтому и говорю же тебе, возьми меня ассистентом, даже своим кастинг, так скажем, да, кастинг-менеджером. Ассистент по Да. актерам. Грубо говоря, да. И я буду видеть просто, как ребята работают со стороны, а я мне, потому что это интересно, я буду впитывать это, как губка, понимаешь? Практика. Да, я буду как минимум это видеть. Если что, просто подойду, скажу, ребят, давайте, если что, помогу. Ну, то есть, другим, нет, имеется в Ты виду... мой ассистент по актерам, никак не должен ходить к ним. Я помогу. Тогда выходишь к ним как помощник к ним. Да. Когда уходишь. Ну, тогда я остаюсь без ассистента. Вот, то есть прям вообще нельзя никому ничего не этот? Потому что там некогда будет ходить им помогать. Нет, но если ты всю свою работу здесь выполнил, можно же помочь. Нет, там так не получится. Нельзя так? Нет. Ну ладно, хорошо. Ладно, не буду выходить помогать. Хорошо. Договорились, все, не буду, обещаю. Сразу такая, ты же мой ассистент, почему ты Хорошо. Еще не работаем, а уже наезжаем, да? Да, не говори. Все-таки нужно пройти курсы, ты считаешь? Да. Ага. Опять-таки, есть курсы проходить у кого? У людей, которые снимали уже полные проекты, или У которые, которых да. уже есть опыт в жизни, скажем, да, багаж уже есть, вот, к ним можно обращаться. А те, Ну, не все кто- грамотные учителя, я тебе так скажу. Знаю. Поэтому я знаю, к кому можно пойти. Угу. Хорошо, мы это не будем говорить, мы это уже узнаем потом. Потому что это уже будет реклама. Да. Это нехорошо будет. Нам за не платили такое. Все, это ты, в принципе, ты же это в Инстаграме рассказываешь, кому можно ходить на курсы и так далее и тому подобное. Ну, Правильно? когда же? у меня спрашивают, Да. типа, ладно, Все, подскажите, где можно? поэтому все ссылки на Инстаграм, на ТикТок, и у тебя YouTube канал есть или нет? Есть. YouTube канал, это все будет в описании Я только этого занялась видео. Вот. YouTube-каналом. Хорошо. Следующий у нас будет вопрос. Много ли может заработать специалист съемочной группы? Вот, допустим, какой-нибудь Жомарт сидит, смотрит сейчас нас и говорит, блин, а сколько я заработаю, если я буду там фокус-пулером или там кастинг-менеджером или там художник по костюмам или художник по гриму там, и так далее и тому подобное. Ну вот девушка, допустим, занимается макияжем. Мгм. И она Художник по говорит, гриму. а я хочу заниматься уже, пойти в кино, интересно этот мир кино и так далее, помогать делать кино, быть причастным и так далее. Сколько сейчас, допустим, у нас на сегодняшний день, 19 сегодня 19 октября или 20? Какое 19-е? Сегодня у нас 16-е. 16 октября, 23 Ты год, думала, 2023 рождение год, сына. подожди, 2023 год, Астана. Сколько у нас сегодня могут зарабатывать вот эти ребята, которые хотят, допустим, пойти? Как? Я скажу так. Ну, скажи. Вот, например, ты режиссер, я кастинг-директор. Ага. Заходим в кабинет и договариваемся за определенную сумму. Обговариваем сумму. Не у всех. Смотрите, сотрудников- всем мы можем торговаться. Да. Все Даже- мы можем торговаться. Мы даже Как на базаре, бесплатно. грубо говоря.
Мы даже бесплатно выходили на полнометражный фильм работать. Бесплатно. От слова бесплатно вообще. Ну, вот кормили вас. Да. Ну да. И вот. Просто проект был интересный. И хотелось, Работа за идею. и просто хотелось на Принести проект, вклад. да, выйти, так как это вот объяснить? Застой был. Нет. У меня до этого проекта тоже были. Я с одного проекта на другой вот так вот. Где-то там-то Скакала. оплачиваются, Мгм. здесь не оплачиваются, следующий оплачивается. И вот просто дело в том, что когда проект заканчивается, скажем, 2 дня немножко отсыпаешься, Приходишь а в себя. потом, Мгм. да, и думаешь, господи, мне же бежать надо. А куда бежать? А что, съемок нету? И тут начинается ломка. И возвращаешься в реальность. Хочется быть нужной. Ну, Получается так? то же самое, просто когда в реальности здесь по новостям такие новости нехорошие идут. О, То одно, да-да-да. то другое. И думаешь, позовите меня на проект, на какой-нибудь полнометражный Чтобы не фильм. думать об этом, Я да? туда Да-да-да-да-да. ухожу, в этот проект, а там свой мир. Режиссер говорит, ударь его посильнее. Актеры вдвоем дерутся. Да. Там, говорит, ударили, посмеялись, потом сели, чай попили. Ну что, дальше давайте подеремся. Это как-то вот по-доброму, да? Да, А, по-доброму, ну, удари его, по-доброму. Нет, просто я имею в виду, что Классно у вас. съемки такие вот. По-доброму. Я боюсь, А, приложить что-то по-злому. Нет, просто это понарошку. Да, конечно. А когда в реальности там на самом деле убивают, там насилуют. Ой, блин. И это как вот... Тему войны не будем затрагивать, которые у нас там сейчас идут. дубля нету, а Которые здесь сейчас дубль. начались и идут, да, у Там наших сцены соседей. поцелуев, к примеру. Давайте еще раз. Давайте еще с этой стороны отснимем. Думаю, еще с этой стороны сцены поцелуя. Так. Да. Там, короче, Свой мир это, мир. свой мир. Кино это свой мир. Свое волшебство. Отдельный. И когда проект заканчивается, опять тянет туда, как я называю, мы наркоманы. Киношные. Киношный наркоман. Нам не хватает. И иногда вот идешь бесплатно поработать. Я сколько раз тебе говорил, позови меня, позови на Позови площадку. меня да. с собой. Да. Это ты уже послушала в моем исполнении эту песню. Вот. Что мы сейчас изначально о чем говорили? Много ли может заработать специалист съемочной группы? Вот тут ребятам расскажи, Не какие. скажу. О, Цены как качели. разные, да. Да. Все зависит от навыка, да? Да, насколько человек востребован. Ну вот, допустим, мобилограф сейчас, мобилографы в Астане зарабатывают минимум 20 тысяч за час. Ну, это не, про себя я не Минимум, буду говорить, потому что минимум. цены Нет, а у договариваешься. которых выше уровень, соответственно, кто-то может больше. 35-40 тысяч взять, да, Ну да. соответственно. Он же сразу и монтирует там, и все на свете делает, как Ну, говорится. насчет про мобилографа я не могу сказать, я могу про себя сказать. Фотографы как тоже, то же самое, фотографы. А фотографы тоже бывают, цены разные. Скажем, Цены разные, фотограф да. 10 тысяч берет за час, или же фотограф 250 тысяч берет за час. Да. В зависимости, что туда входит. К примеру, за 250 туда входит, скажем, мейкап, одежда, локация. А за 10 тысяч просто он сам, фотограф. Еще плюс за локацию нужно доплатить. Ну, за локацию тоже, скажем, 10 тысяч примерно. Мгм. Вот. Одежду сама подбираешь, сама идешь грим делать, если у него ничего нету. Вот. Ну ты сейчас поговоришь про профессиональную фотосессию. Ну да, потому что я не могу свою профессию взять и сказать. И могу вот только вот фотографа взять. Мгм. Цены, если 50 тысяч. А как вы этот специалист съемочный? Мы сейчас про съемочный, ты опять чуть-чуть Я не ушли. могу сказать. Нет, я говорю от минимум. Ну, от минимум. Я вот говорила, мы снимались бесплатно. Все понятно. По полный метр мы бесплатно работали. От слова бесплатно. Потому что там был сценарий хороший. И вам просто нравилась эта идея. Да. И вам хотелось привнести свою Сценарий лепту. хороший там был, интересный. Да, я понял. У меня все сценарии будут интересными. Все. Это к чему я говорю? Они будут все интересные, они будут вкусные, сочные. Но я решила бесплатно не выступать, Вот, не вот. выходить на площадку. Вот Все. всё. Вот Надо вот, платить. как только. Ну, со мной же. Потому что Со мной же тоже у меня поработаешь? дети есть. Нет, это я понял.
Со мной же поработаешь? Я с тобой, Транспорт будет? ну, конечно. Крафт будет? Крафт это обязательно. Это даже не обсуждается. Ну, потом еще я Нет, спрошу у меня- кое-что. Деньги. Ну, Деньги. такие бумажки. Да, наличка. Каспи. Можно на Каспи переводов. Все, и тут реклама Каспи пролетела. Нет, Каспи Амамболсен. Вот. Хорошо. Нет, что касается крафт, что касается перевозка или как развозка. Развозка. Да. Это естественно. Тем более, когда ты не платишь. Ну, как ты еще можешь требовать, грубо говоря, от человека, чтобы он тратил деньги на такси еще? Есть такое. Ну, нет, ну есть, смотри, опять-таки, есть, когда вообще денег нету, ну, идея прям, вау. Я вот скажу И тебе, хочется помочь просто. вот бывают Да. актеры, талантливые такие актеры, вот, хорошо играют, но почему-то их не приглашают. И вот они горят желанием сниматься. Да, Ты есть. позвал, да, их еще утвердили на роль, они готовы там и потратиться, скажем, ну, приехать, одежду найти, Вот образ. типа меня, честно скажу. Только я не то, что как актер, а как специалист съемочный. Я готов быть есть за ассистентом. кадром. Да, готов прям помогать, За камерой делать. стоять, Не получается. обязательно за камерой. Ну, я имею в виду да, за камерой, то есть за это да, вся да, съемочная да. команда, мы все за камерой стоим. Съемочная, да, команда. Вот, и я прям готов рвать и метать, чтобы и самому учиться, и быть полезным. Понимаешь? Вот, поэтому Ну, я приготовься не спать 24 часа в сутки каждый день, ну, скажем, 3 недели. говорю. Нет, это Может быть, нельзя. месяц. Нет, так нельзя. Ну. Нет, я сразу скажу, так нельзя. Не спать 24 часа в сутки, это ну, ты можешь Ну, заболеть и умереть. Это бывает такое. Вот мы на Нет. съемке были, мы почти 40 Переживать часов ходили одно- вот так вот. Нет, ну это ненормально. Я тебе, это было я один тебе раз. честно скажу, вот как у меня было. Вот я честно скажу, съемочный день закончился, допустим, да, все, идешь отдыхать, да, ну как бы собрался, все развез, Ну да. все сделал, ты обязательно должен отдохнуть. Обязательно. Если, смотри, на следующий день у тебя опять съемочный и с утра, и ты не высп... Это- Ты уже... Творчество превращается в ничего. Дело в том, что у Я это съемочной уже команды проходил просто, поэтому... есть график. Одна смена называется. Да, Одна да. смена стоит столько-то, да? Ну, скажем, 20 тысяч, Да, да, грубо говоря, да. смена, 12 часов. Да. То есть он отрабатывает 12 часов. Если идет переработка, то за вот эту переработку нужно будет доплатить. Да дело не в деньгах. И у нас съемочная команда считает, и актеры тоже считают, они говорят, я целый час переработала, мне будет оплачиваться? Да. Нет, я говорю, знаешь, не про то, что съемочная команда. Я говорю то, что я был и продюсером, я был и вторым режиссером, и на все это был я на одной должности в пилотной серии, мы ее уже 1000 раз затронули. Я просто говорю, что когда уже мы днем отсняли, и мы вышли на ночную в этот же день, А сколько вы отдыхали? ну мы, грубо говоря, там 3 часа отдохнули, Ну, это 2-3 часа, да? так не пойдет. Да, и мы туда приехали, получается, начали, ну, грубо говоря, подготавливаться, снимать. И я честно скажу, я устал же после дневной смены. Ну, физически. Да, устает. Да. любой человек. И у меня уже желания нету что-то там снимать, что-то говорить актерам, чтобы они так играли, так стояли И там. ты не можешь им объяснить, донести У меня уже желания нету, я тебе скажу свои честно. мысли, что нужно делать. Я не то, что свои мысли объяснить. У меня желания нету даже Хочется вообще домой там. поехать спать лечь. Да? Не то, что хочется домой, а то, что вообще уже неинтересно. Угу. Я скажу честно, Да. просто неинтересно. Это творчество уже вообще неинтересно. Ну вот, Поэтому смотри, говорю, человек 6 должен часов отдыхать утра, в любом случае. к примеру, смена начинается, да, съемки с утра, да, обед, там еще перерыв на перекус, там, скажем, опять. По идее, в 6 часов вечера все должно закончиться. Но мы можем, немножко еще переработать до 8, до 9. Вот, опять, знаешь, почему Потом я мы вспомнил? уходим домой отдыхать, спать. Потому что есть режиссеры, которые говорят, мне нужна команда, которая выспалась и отдохнула. Да, А иначе это просто
кто-то заболеет, еще что-нибудь. Да, и все. Выспитесь домой, чтобы приехали, телефон, чтобы отключили, спали. Да. Все. Мне не нужны такие вялые на съемочной площадке. И второму режиссеру потом говорят, составь вызовной на завтра, к примеру. Если мы домой приехали в 8, то тогда в 5 часов утра, в 6 часов утра, чтобы мы выезжали. Если мы закончили работу в 2, в 3 ночи, то режиссер просит 10-12 второго часов дня. режиссера, говорит, можешь смену поставить в 12 часов дня? Чтоб все отдохнули. Да, отдохнули, поели и подготовились к съемкам. Да, вот я про это и говорю, что просто уже, может быть, еще знаешь из-за чего? Нас же всего 2 было. Конечно, за все отвечать. Вот, я поэтому и говорю, я был и тем, и тем, и тем, и тем. Он был тоже и режиссер, и оператор, и тоже устал. Иногда бывает, что когда сроки горят, там Да, локацию дают, вот видишь, буквально и на 2 видишь, дня, и и надо это- все отснять быстро. И режиссер ему говорит, пожалуйста, ребятушки, давайте мы отснимем. И вот, я понимаю, вы Мы устали. просто неправильно сделали И- тогда. И вы, говорит, устали, давайте сделаем так. Ассистенты, можете пойти поспать или как-нибудь там, да, кто-нибудь заменяйте друг друга, поспите минут 20 хотя бы, Мгм. чтобы вы могли поспать, потом выходит, другой спать. Вот, к примеру, если я кастинг-директор на съемочной площадке, я ассистентке скажу, иди поспи часок, выруби телефон, иди спать, куда-нибудь уходи. Она поспала, то есть я могу ее разбудить, сказать, я уже не могу. Иди, пожалуйста, ты теперь поработай. Хотя бы 15 минут я посплю. Да, согласен. Вот этого достаточно. Как минимум. Это такие бывают моменты. Но без этого никак. Да, согласен. Так, вопрос был, много ли может заработать специалист съемочной группы. Все зависит от вашего желания работать и правильно работать. От опыта И еще. опыта. Да, от важности этого человека на площадке. Ну, если- опять-таки от опыта. Да. Все упирается в опыт и желание. А чтобы заработать опыт, выходите на съемочные площадки и бесплатно поработайте. Сама говорит, я больше не выхожу, говорит, а людям... Нет, это тем, у кого нету опыта, тем, у кого нет который опыта, только-только да. начинает, пусть они выходят бесплатно работать, помощниками, ассистентами. Да, вот, набираются опыт. да, Хотя бы где-то там, они будут там смотреть. хотя бы 5-10 Со временем, проектов, да? какой 5-10, больше. Потому что бывает, что один режиссер работает так, второй режиссер работает по-другому. Ну да. У всех по-разному. Согласен. Все, решили? Все зависит, как вы умеете договориться с продюсером. Кому легче, актерам или съемочной группе? Актерам, Легче? да. Почему? А Ну- вообще-то у них депрессия потом после того, как может быть после тяжелых ролей. Должны уметь выходить с образа. К примеру, съемочная команда работает, грубо говоря, с 1 июля, На износ. да, скажем, по 30 июля. Но между ними там день или 2 дня перерыв. Все это время они вот пашут. 15 съемочных получится. Актер, ему говоришь, приезжайте, пожалуйста, если мы, съемочная команда, к 6 утра приехали, Да. то ему к 9, Да, скажем, он может пока еще все поспать. подготовится. Но если ему, бывают такие актеры, которые говорят, блин, делать нечего, а можно с вами поехать? Мы такие, да, хорошо, поехали. Или там по графику, этот актер должен 2 часам дня приехать, а мы 6 утра работаем. Он к 2 часам приехал, там свою роль отыграл, все, ему поблагодарили его, все, до свидания, он уезжает. Там побыл 4 часа, свою роль отыграл и уехал. А мы дальше переезжаем на другую локацию. Так кому легче? Актеру или съемочной команде? Тут, наверное, не знаю. Наверное, знаешь, как будет правильно сказать? Кто кем хочет быть. Да, я это в голове себе подумала. К примеру, я тоже говорю, когда сидим же, у нас есть свободное время на съемочной площадке, и там разговариваешь, а ты что, вообще там не хотела быть актрисой? Ой, нет, я лучше вот здесь буду работать. Это не мое перед камерой стоять. Вот я лучше знаешь вот здесь почему? вот. Вот смотри, на самом-то деле, и опять-таки это связано даже тоже опять с этим же отелем. В 2019 году, осенью, в октябре, кажется, в сентябре или в октябре, я пришел на кастинг сюда.
на кастинг. А что за фильм был? Не фильм, это был просто кастинг. Ну, набирали, так скажем, базу. Базу набирали. Вот, и мне тоже, я от кого-то узнал. От фотографа узнал. Фотограф там был. И мне фотограф тоже как-то говорит, вот, как раз таки был. А я как раз кино уже начал, ну, интересно было, как это, что это. И тут, хоп, ну, действительно Всевышний слышит и дает знаки, и не только знаки, и людей дает, так скажем, знакомить тебя. И, соответственно, мне интересно было, и тут мне попадается фотограф, который позвал меня тоже на кастинг. Он бесплатный кастинг, просто придете, попробуйте себя актером, может быть, там и так далее. Я такой, вау, все, приду. И прихожу в отель J Empire, захожу, и там, получается, проводится кастинг. Я в кастинге поучаствовал, меня записали в базу, и один раз, получается, я в базе состоял, получается, и говорят, объявление дали, нужны 2 актера, которые сыграют в рекламе, которые съемки оплачиваемые, съемки будут длиться там 4-5 часов, локация это такая-то, нужен такой типаж, такие люди. Я, получается, откликаюсь на эту заявку, отправляю видеовизитку, я подхожу, короче, еще один парень тоже, ну, мы как раз там познакомились потом, подходит, мы все отыграли, 3-4 часа где-то у нас съемка длилась, вот как раз таки. Нам заплатили, мы уехали. Я, кстати, заболел. Говорю, я, получается, откликнулся, и через несколько дней только съемка, говорят, все, съемочный день сегодня. Я говорю, блин, я, наверное, не приду. Вот как ты говоришь, да? Я говорю, ну у меня реально температура 38,5 там. Но я же откуда знал, что я заболею? Мы же не знаем, мы заболеем или не заболеем завтра. Понимаешь? Ну, имеется в виду через 3-4 дня. Ну, все же может случиться в жизни. И вот, я говорю, это происходит просто через 3-4 дня. Я говорю, блин, я заболел. Он говорит, ну вот, ты нас подставляешь, мы тебя уже да. По идее, Я что сделал? Я вышел. Я вышел, и в таком состоянии я отыграл, и все отыграл, вошел полностью в персонажа, отыграл ситуацию этого персонажа. И прям... Настоящий киношник. Да, и в итоге в итоге нам заплатили, но я со стороны посмотрел на себя, и мне не сильно зашло. Это самокритика. Я то же самое, когда смотрю. Нет, мне прям реально не зашло, как я, допустим, выглядел в кадре, как я... Это вполне нормально, это хорошо, когда так, потому что тоже, когда... Я захотел больше быть актером. Просто, когда смотришь на себя и думаешь, блин, а зачем я так сделал? Здесь можно было совсем по-другому. Блин, чего так посмотрел? Это называется самокритика, это хорошо. Мне кажется, надо, чтобы у всех людей это было. А если бы ты сказал, я классно отыграл, это у меня хорошо получилось, какой я красавчик, я молодец. То есть уже стремления нету дальше. А так, самокритика, почему я так посмотрел, то есть уже идет... Блин, работа над собой. Да, ты работаешь, думаешь, усовершенствуешься. В следующий раз я сделаю вот так, а здесь вот так. Что вот здесь я вот так вот только в пении у меня. Пока что. Да. А вот именно вот актерскую я вот посмотрел, и после этого такой, блин, не хочу. Но с температурами у нас снимались. Это да, даже мне было 39 с копейками, мне пришлось выйти на сцену, вот так вышла, выступила. И ушла. И как мне было плохо. За кулисами мне так плохо, так трясло. Но я вышла так с улыбкой, как будто бы у меня нет этой температуры. Отыграла все и ушла. Вот. У нас бывает тоже, и там ходишь, фейерверк, что такое, там даешь, горло болит, леденцы это обрабатываешь, тепленький чай, это горячий, чтобы горячий совсем нельзя пить, теплый чай такой. Не знаю, чтобы потом я было... перестал хотеть быть актером. Нет, это наоборот классно, когда самокритика. Значит, человек будет дальше расти. Ну, я думаю, просто быть... Сначала я хотел быть
помощником там кем-то. А сейчас уже я вижу, что не только помощником, в принципе, хочу быть, так скажем, уже и сценаристом, и оператором, и... Ну, нельзя быть, мне все говорят, нельзя, ты должен быть режиссером, ты должен быть все, потому что у тебя и возраст уже, тебе не 20 лет, типа, ну, типа такого. В любом возрасте можно... Нет, имеется в виду, что, говорит, просто со мной поговорили люди, они говорят, лучше тебе, говорит, быть режиссером. Вот так вот мне люди некоторые говорили. И А не сам один. кем хочешь быть? Вот. А сам я хочу быть и режиссером, и оператором, и сценаристом, и всем. Ну Ну вот это плохо, наверное. Режиссер, сценарист, оператор. Да? Вот выбираешь, кого из этих трех тебе нужно выбрать двоих. Режиссер, сценарист, оператор. Мгм. Выбери из этих только двоих. Не, ну Режиссер. смотри, если сценарист, это же, я же просто хочу уже не только чужие проекты снимать. Интересные, да. знаю. Ну, Вот, выбери. как выбрать? Нельзя выбрать. Режиссер, оператор, сценарист. Кто? Наверное, оператор и режиссер. Сценарист уходит? Нет, вот сценарист тоже хочется. Во-первых, он сказал видишь? оператор и Нет, режиссер. нет, наверное, тогда сценарист и режиссер. А уже все. Это без... Как это Ты там потом уже подумал ты. А ты когда не думал, ты сразу сказал Нет, оператор нет, и нет, режиссер. я подумал, У тебя я подумал, первый просто- был оператор. Просто, как вспоминаешь, сценарная работа, это тоже непростое дело. Поэтому вот как раз таки, мне кажется, сценарному, мне кажется, вот для меня, вот можно бы поучиться. Сценарному, да, у нас есть Вообще люди, там. которые обучают. Да. И чтобы сценарий писать, там не просто написать на улице Да, встало да. солнце, там То есть, чтобы еще были Индира эти- проснулась, встала, подошла к телефону, набрала номер и сказала «Доброе утро». Нет, там нужно прям прописать так, чтобы люди, чтобы сама героиня понимала, какая она должна быть. Там все прописывается. И мне тоже... И текст, чтобы был богатым, да, чтобы красиво было Нет, прописано. текст, знаешь, как мне сказали, ты должен, говорит, писать, чтобы это мог снять любой, и он мог понять, что ты хочешь снять. Да. Ну, в смысле, И- любой и режиссер. самое любой главное, режиссер, чтобы- еще не писать, к примеру, девушка, а потом Индира, потом девушка. Я как кастинг-директор, я считаю, что это два разных человека. Да. А сценарист, для сценариста это один и тот же человек, а для меня это два Ну, разных потому что человека. он писал, да, а И ты я вообще другой начинаю человек, да. искать на эту роль девушку и на роль Индиры. Я потом его мучаю, такая говорю, какая девушка должна быть? Он говорит, ну такая. Я говорю, ты что, не поняла, что ли? Я говорю, нет, не поняла. Ну, там же написано Индира, да? Ну, да, Индира. Я говорю, так что получается, девушка и Индира это один и тот же человек? Ну да. Я говорю, ну подпиши, напиши что-то не девушка, а Индира. Мне, И вот мне из кажется, этого- я знаю этого человека, который ты... Да, и потом у каст-директора просто лишняя работа появляется, ненужная. Когда за это время он мог быть, она могла чисто Индиру эту искать. Почему имя Индира появилось? Я не знаю. Хорошо имя. У меня сестренка зовут Индира. А, да? Да. Это мы как так, через космос телепатически, Да, да? не говори. О. Вот. Так, кому легче? Актерам или съемочной группе? Ты считаешь Актер. легче актерам? Да, потому что он, к примеру, отснялся по графику, у него съемки, скажем. А вот то, что Ну. учить вот такой монолог, Ничего страшного. ничего страшного? Мгм. К примеру, если сценарий, вот, скажем, вот такой Талмуд сценарий, да, это не обязательно актеру все сразу учить. Второй режиссер по вызывному пишет: завтра снимаем сцену 3, 5, 6, 7. Все. И только вот эти Да, реплики только учите, да? эти вот, да, слова нужно будет выучить, вжиться в роль и отыграть. Я это все, к примеру, я отыграю, я уже на следующий день забуду эти все реплики, все слова. А, ты вот так вот выбрасываешь? Да, это, иначе зачем мне в голове? Столько много, да? Да, это не нужно. Потом, скажем, на следующий день у этого актера нету съемок. И через день. Он в этот день может своими делами заняться или на другой проект пойти отсняться. Мгм. Если, ну да, у нас же прям очень много проектов. Ну, есть проекты, да. Да. Если актер Все, востребован. все прям востребованы, все востребованы. Все понятно, хорошо, решили. Нет, я, конечно, тоже согласен, что ну, легче, наверное,
Ну, актер тоже непростой труд актерский, чтобы его поверили, чтобы он зрителя убедил. Вжился в роль и отыграл Да, своего да. героя, Да, своего да. персонажа. И знаете, что еще? Когда, к примеру, актер приезжает, и лицо, скажем так, его известное, и приходят другие люди, ну, актеры, скажем, актеры массовых Они сцен, такие, да? на него Или тогда же или... съемочная команда, они такие, вау, смотри, блин, Да, и не могут И нормально они, это... Да. если актер сидит, закрыв глаза, да, это не означает, что он спит. Он просто про себя проговаривает роль. То есть, вот, типа, ну, здесь я скажу вот так. Нет, может быть, я здесь так скажу. И когда подходят, отвлекают, да, О, это ужасно. он выходит из своей роли, и когда отвлекает, может с вами сфоткаться, он не откажет. Пожалуйста, сфотографируйтесь, но ему нужно готовиться Да, к своей согласен. сцене. И лучше не трогать этого человека. Когда отснимут его, пожалуйста, фоткайтесь сколько хотите. Даже Если бывали, человек захочет. да, иногда бывали так, ладно, ко мне никого не подпускать. Я такая, хорошо, принято. Потом, когда сфотографироваться можно будет с вами, вы скажете, да, скажу. И все. И когда люди подходили и говорили, ладно, я хочу там с ним сфоткаться или с ней, я такая, сейчас пока говорю, не может. Все. И Не, ну потом правильно, актер, должны быть личные пространства. и потом какое-то актер личное говорит, это. ладно, кто там хотел сфотографироваться? Я готов. Я такая, окей, хорошо. И потом начинаю, кто хотел сфотографироваться? И там толпа такая бежит. Я такая, стою, Классно же хорошо. это. Да, Ну это да. хорошо. Это очень хорошо. Он же для них и делает это. Для зрителя. Мгм. Они тоже будут своего рода зрителями. Ну, Как он играет, как он работает. Ну, это в кино. Но еще скажу за музыкантов, за певцов. Когда на тоях они выступают, играют на гитаре, на домбре там, или поют, и гости подбегают и начинают там вот так стоять, типа, вот так вот. Это у тебя что-то из уже ближней практики какая-то идет. Да, я просто тоже хотела эту тему затронуть, вот, ну, сказать, что нельзя подходить к артистам, нельзя. Им нужно выполнить свою работу, Да. все Да. это сделать так, как надо, чтобы было красиво. И все. Не, ну полностью согласен. Но, Что блин, всех же не пошлешь же, как ты можешь? Ну да. Я их Поэтому- тоже понимаю, что Да. они хотят с ним сфотографироваться. Да. Вот есть желание, вот Желание они увидели, а потом сейчас он человеку, да. уедет, и вот, а не успели сфотографироваться. Да. Ну как так? Цирк уедет, Вот. а клоуны останутся. Ладно, давай. Следующий, заключительный у нас такой. Я даже не знаю, вопрос, не вопрос. Выводы из всего нашего диалога и как быть молодым людям. Ну вот, молодым это от 15 там, и до, так скажем, до 20, которые еще идут на путь, встают на путь кино, да. Как быть им, которые хотят войти в этот мир Мгм. магии кино? Если от 15 до, скажем, 17, это школьники. Они заканчивают школу, и они могут поступить в университет, Мгм. да, поступить. Но это все еще зависит от финансов. Но там есть же гранты, если повезло, то на грант. А если финансы, то можно на курсы просто записаться. Как минимум. Да. На курсах там теория и практика, и они свои. А если у кого денег нет на курсы, которые стоят 50 тысяч в месяц, допустим? Ну, что могу сказать? YouTube Ну, есть у всех. YouTube есть у всех, да. Ну да, хотя так тоже. Как минимум там начинать. Мгм. А потом вообще понять, нужно это им или нет. Так многие тоже пробоваться, были, да. Отучились, закончили Да, университет, а потом... и пошли работать вообще не по своей специальности. Ну, никак не киношники. В другой сфере себя нашли. И зачем вот 4 года они отдавали этому Ну университету? смотри, я учился 7 лет. Ну так получилось, в смысле, в колледже 4 года. И в высшее учебное заведение 3 года. И на кого? IT-специалист. О, Вот. И проработал после этого еще 10-12 лет. ого. IT-специалист. 10 лет. Потом забросил в 2017 году. Это ж Забросил. тяжелая работа. Нет, в 2017 году я забросил. И все, я с 2017 года не IT-специалист.
Понимаешь? С 2017. Хотя я поступил в 2002 году в колледж. В 2017 году я уже не IT-специалист. Да, мне кажется, это тяжелая работа. Вот. И видишь, как бы... А сейчас, в 2019 году, начал узнавать, что такое, что вообще можно кино у нас снимать, что есть фотоаппараты, на которые можно делать видеозапись, да, грубо говоря, да, начинать. Сейчас вот приобрел камеру, Поздравляю. да, спасибо, на которой пишется подкаст. Ее специально взяли для целей снимать социальные ролики, документальные фильмы, короткометражные фильмы. Ну, полный метр я не знаю, конечно. Самое главное, чтобы это был талант. Да, чтобы это было и желание, и... Тут можно и телефоном отснять такой шедевр. Ну, если что. Я против этого. Ну да, ну просто я в общем тебе говорю, что Телефон можно, предназначен все что равно можно для... и на телефон отснять. Телефон предназначен для звонков. Для просмотра примеру, Инстаграма, ТикТока и всего Я остального, телефонные звонки социальных сетей. не принимаю. Когда мне звонят на телефон, я незнакомый номер, я не снимаю телефон. Ну, трубку. Только если кто-то из моих близких, родственников позвонит, вот тогда я снимаю. Когда на съемочной площадке, да, вот даже сейчас с тобой, если мне позвонят, я не могу снять трубку, я могу просто написать: напишите мне. Да, или перезвоните. Или да, Или перезвоните. я перезвоню, или еще что-то. И вот. Даже когда бывает, что я снимаю трубку, Нет, Я имеется говорю, в виду лучше напишите все мне на отвечать на WhatsApp. все звонки. и все. На все звонки. Лучше все отвечать. Имеется в виду, вдруг это что-то важное. Ну, просто... Потому что завтра себя будешь кусать локти. Ну да, понимаешь? бывает, Вот что этого, звонят да. и говорят: можете найти вот актера, вот такой-то мужчина, возраст Это уже такой-то». другой вопрос, да. Я уже эту по работе, информацию да. все не запомню просто. Я говорю: напишите мне Напишите на на WhatsApp, WhatsApp, да, текстом, кто вам нужен. Телеграм, WhatsApp, И всё. Инстаграм. А с Телеграмом я сейчас что-то не дружу, он меня блокирует, хотя не знаю за что, и вообще я не знаю. Может, много эмоционально? Они чувствуют это. Я там вообще ничего такого не смотрела, только когда съемочная команда, переписка, когда чат создавали, и фотографии, когда фотосессия пройдет, туда скидывали, и все. Опять мы чуть-чуть отвлеклись. Ну да. Как быть молодым людям, которые хотят войти в мир магии и кино? Ну вот я сказала, если... Как минимум YouTube. Минимум, да. Есть деньги пойти на курсы. Или же в институт поступать. Да, Но если они если реально уже большое хотят желание, да, быть чтобы- действительно, если они себя видят, да, ну, 17 лет, да, они себя видят режиссерами, а где-то на 3-м курсе, на 4-м уже, наверное, будут думать, стоит, не стоит. Когда не будут видеть проекты. Ну, Потому что Может. обычно тяжело идет в начале же, когда ты начинаешь этим заниматься. Просто сейчас наше время, всем нужны деньги, всем нужно кушать, одеваться, Да. лекарства покупать. Согласен. Болеть не надо. Чтобы Надо- не покупать Надо лекарства. быть здоровым. Да. Здоровье сейчас у нас дорогое удовольствие. На этой самой ноте мы наш подкаст завершаем. Еще раз хотим поблагодарить отель J-Empire в городе Астана по адресу Абай 63. Спасибо им огромное за предоставленную локацию, предоставленный номер. Здесь очень классно. Кстати, лимонад тоже приготовил отель J-Empire. Очень вкусный, очень вкусный. Алексею большой рахмет, Тимуру. И все, и, наверное, мы на этом попрощаемся. Будем держать вас в курсе, что как происходит в мире кино, и будем, надеюсь, какую-то полезную информацию давать вам. И, соответственно, ответим в комментариях после того, как вы их напишете. Давай кино снимать. Давай, все. Давай. Будем снимать кино. Актеры, ждем на кастинг.